Так, ну что, всем привет. Геншинем сегодня немножко поиграю. Я бы сегодня на самом деле вообще не подрубал. Так что болею. Все еще болею. Но надо. Сегодня вторая неделя, 2 стрим-ивента началась. Надо 3 часика настримить Геншина. Поэтому да, подрубочка здесь. Унылейший стрим абсолютно сегодня будет. Недельный ресет, еще какую-нибудь фигню. Потом, может, даже до бездны доберусь. Посмотрим, как пойдет. Бля, да что так громко-то? Ужас какой-то просто. Чуть не оглох. Голова и так болит, еще это. Орет в уши просто. Так, что там по звуку? Игрового звука, естественно, нет, как всегда, блин. Геншин охерительно захватывается в плане звука. Все для людей, для стримеров. Так, для стримеры не люди, на самом деле, наверное, просто. В этом все дело. Так, что там, объявление? Опять что-то. Опять какая-нибудь хрень, там что-то не работает. Нет, ивент 17 числа начинается новый. Я еще старый не проходил даже. И не буду пока что. Ну, хотя не, на самом деле буду. Как раз сейчас я пойду. Блин, сколько у меня уже смолы накопилось, надо. Пойти бахнуть босса, наверное. Вот этого, например. Или пойти вообще фармить этих еженедельных боссов. Можно начать с этого, наверное, да? Пойдем реально еженедельных боссов. А где, кстати? Я забыл. Я же на той неделе с ним дрался. Вне стрима, правда, потом. Собирал материалы для Фурины. Где его эта фигня? Подземелье. А где подземелье нового босса? Что за фигня? Придется через книжку искать. Привет, Даша, привет. Добрый вечер. 20 минут назад подумал, что стрима давно не было. Я говорю, болею. Я бы и не подрубал, если бы в Геншине не было этого стримерского ивента. Блин, а где эта фигня? Подземелье. Наказание. Это оно? Да, это оно. Блин, я ж помнил, что оно рядом с каким-то подземельем. Рядом с этим подземельем. Погнали. Бить кита. Поправляйся. Да я бы с удовольствием. Я вот не знаю, как это вообще лечить, в принципе. Вот в чем проблема-то самое главное. Что... Потому что все, что я от врачей слышал, блин, разминайте шею. Все будет нормально. Сука, я разминал шею, ага. В воскресенье чуть не помер, блин, от боли вообще. Так, блин, такая жесть была, это просто... Короче, долго рассказывать. Короче, чихнул и в глазах потемнело, нахер, чуть не вырубился. Весело, короче, было. Такая срань, блин. Разминайте шею, ага. Помогает аж 10 раз это. Так, что я хотел? Сменить команду хотел еще. Вообще, на самом деле, команду Фурины отлично заходит в плане того, что она нормал атакой своей бьет. Ты пневмоюсии как раз. А вообще, забавно там... Я вот сколько смотрел хорошие команды с Фуриной. То что, честно скажу, я не в восторге от Фурины, хотя вроде и хороший персонаж в плане дэмэджа, в плане буста дэмэджа. Но вот сама механика мне не сильно нравится. С этим отниманием хп. Нихуя себе. Да, я говорю, чуть не помню еще. Ну то херня. Главное, шею назад не запрокидывать. Так не. Тут... Как раз глазок не поднимай. Не, тут не в этом дело. Вообще там проблема как раз именно. Уже такая.
довольно запущенная. Блин, а что он делает? Блин, классный босс, кстати, да? Атакуйте. А как его атаковать, если его нет на карте, блин? 90% времени под землей проводит где-то, блин. Классный босс, блин. Как всегда. Я говорю, я, блин... Я не знаю. Эти механики, это капец просто. Какой же кайф, смотрите, на другом конце карты появился. Чтобы было удобно атаковать. Тут еще это засасывает это говно теперь. Нет, того, что шею запрокидывать, не запрокидывать, у меня никогда в глазах не темнело. И у меня максимум, что... Он сдох и у меня убил. Он сдох и с собой забрал Хутау. Охеренно просто. 10 из 10. Я говорю, поэтому мне не сильно нравится эта механика с тем, что у тебя сжирается постоянно здоровье, и тебя все ваншотают. Просто все тебя ваншотают. Какой бы хиллер у тебя в команде не был, что бы ты ни делал. Вот реально, один, походу, реально хиллер, который реально работает. Это, блин, байжу просто, блин. Я не знаю, реально. Как нужно вкачать ту же Барбару или Джин, да, как там рассказывают, блин. Эти охерительные блогеры, которые рассказывают, насколько Фурина классная и клевая, блин. Но они никогда не играют сами какой-нибудь Барбарой, блин. Они только и гораздо что рассказывать, блин, какая Барбара классная в этой команде, блин. Короче, продажные блогеры, вот эти, которые свою жопу хуеверсом продали, они достали уже просто. Из-за всех щелей, блин, рассказывают, какие персонажи новые, клевые. А на самом деле, блин, куча минусов у персонажей. Я говорю, я сам, ну... В принципе, я понимаю, что Фурина много дэмэджа выдает, и все дела, там, как бы, и буст она дает нехеровый, очень нехеровый она дает буст. Но, блин, эта механика с высасыванием хп, вот реально, ее законтрить нормально может, ну, буквально там 2-3 персонажа в игре вообще. То есть, чтобы у тебя персонажи не ваншотали, блин. Тебе реально нужно, блин, пулить какого-нибудь байжу или еще, я не знаю, кого еще. Кто там еще сейчас может так же выхилить? Да никого, наверное, нет. Там Кукоми может. Ну реально, блин, тоже. Крутите баннеры, короче. Больше донатьте в игру. Вот какой вывод из всех этих видосов блогеров продажных ублюдков. Которые подлизывают чисто хуеверсом бесконечно. Я говорю, мне очень не нравится эта механика. Она очень много выжирает хп, и ну, с этим бороться очень сложно. Блин, это усложняет игру просто в 30 раз. Потому что тебе постоянно надо следить за своим хп, чтобы твоих персонажей не ваншотали. Ну, это бред просто. Не знаю, зачем таких персонажей делать, чтобы реально просто усложнять игру. То есть, с одной стороны, да, она дает буст, и сама дамажит. Какой ценой, говорю просто. Но оно того не стоит.
Вон, кстати, я заметил на Reddit тоже есть люди, которые жалуются, что, ну, Фурина их не удовлетворила, да, то есть они тоже ждали ее, крутили баннер, а в итоге получили непонятно что. И все минусят, просто, да ты не разобрался, да у тебя артефактов нету, да ты дурак там. Вот это вот, говорю, комьюнити Геншина, это просто капец какой-то. То есть люди, которые не умеют воспринимать чужое мнение, в принципе, вообще. Вот, кстати, есть блогер, тоже популярный иностранный, МТш. Он мнение высказал о Фурине, что она спорный персонаж. То есть, да, она хороша там дэмэджем, всем. Он тоже это рассказал, и в каких командах она работает. Но заставить работать ее сложно. Он об этом как раз рассказывает в своем видосе. И вот так захейтили, это просто жесть. Как же его захейтили? Просто за то, что он сказал, что... Ну, мне проще взять в команду Казуху какого-нибудь для буста дэмэджа, чем Фурину заставлять работать там через 20-30 тысяч этих киллеров, блин, и прочее. Ну, это просто кошмар. Говорю, то, что люди настолько... Ну, короче, люди готовы любое дерьмо защищать, вот, серьезно. Да это моя любимая игра, не смей. Вот ощущение реально, как будто это 5-летние дети какие-то там, ну, чисто сидят и не могут воспринимать то, что у кого-то может быть другое мнение. Там Майнкрафт в Геншине. С просмотра стримов по доте кажется, что Геншин просто красивая дота. Тренд пошел на хейт за мнение. Да это всегда так было, ну типа... Как сказать? Ну хотя не знаю. На самом деле, был какой-то тренд, я помню, что на хейт именно Геншина. Там типа к любой новости о том, что там Геншин продался, выручил там 3 миллиарда, и там столько хейтеров сразу в комментариях. Да, это кала, не игра, там вот это вот все. И люди, которые там Геншин поиграли 2 часа первые, ничего не поняли, что там происходит. В большинстве своем такие комментарии пишут. Раньше это было модно. Но я говорю, а в комьюнити Геншина вот какая-то лютая очень тема, чтобы очень сильно защищать разработчиков, при том, что, ну, для игроков-то они делают, ну, не то чтобы сильно много. Ну, с одной стороны, они много делают, да, то есть это бесплатная игра, которая постоянно обновляется. Но с другой стороны, та цена, которую ты платишь за эту бесплатность, ну, как-то вызывает вопросики, если честно. Просто сколько она требует времени, чтобы в нее бесплатно играть. Наверное, ни одна бесплатная игра столько времени не требует. Но весь прикол в том, что ничего лучше нету, вот в чем вопрос. То есть, если бы вышло что-нибудь лучше, чем Геншин, то, конечно, Геншин бы уже загнулся. Я думаю. Но такое вообще мало кому под силам провернуть. А в наше время никто этим заниматься в принципе не будет. Ну, то есть, слишком напряжно. Я, кстати, понять не могу. Вот это отображение, кстати, вот этого буста вообще ни хрена не понятно. Вот эти пузырики, это рамка пузырчатая, блин, вокруг экрана. Вообще не могу понять, когда максимальный буст есть, когда нет его. Слишком сложно. От чего я дэмэдж сейчас получил? Что произошло? Блин, а они же не сломают, кстати, сейчас эту херню ему, да? Этой команды.
охерительно просто. Геншин вообще к какому жанру игр относится? Гач. Это отдельный жанр как раз, где ты крутишь персонажей. Ну, платно крутишь, по сути. По сути, платно, но вообще... Иногда раз в полгодика можно и бесплатно покрутить. Реально полгода делать дейлики просто, чтобы получить одного персонажа. То есть дейлики, ивенты, которые там условно раз в неделю выходят. То есть тебе надо в этом всем участвовать, это все делать. Сундуки собирать по карте тоже. Тогда раз в полгодика можно выкрутить нового персонажа. Такова цена фри-то-плей в Геншине. Мне вообще, кстати, когда я услышал это название, очень смешно стало, потому что эти гачи-миксы как раз популярны еще были тогда. Я когда узнал название гача, это, говорю, очень смешно было. Раз в полгода. Ну, я условно говорю. Если тебе везет, то, конечно, ты можешь, блин, и каждый день нового персонажа выбивать. Там, по мере их выхода. Но они выходят там раз в 20 дней, правда, новые персонажи. Ну, говорю, а вообще, да, гарант получается, что раз в полгода ты сможешь гарант получить ивентового персонажа. Просто вот free-to-play за один патч ты получаешь там сколько? 60 круток или что-то около того, да? В среднем. Когда выходит обновление карты, то там получается до 100 круток даже доходит. Опять же, гарантированно. Гарантирован 5-звездочный персонаж на 90-й крутке, да? Но это не гарантировано, что будет тот персонаж, который сейчас в баннере. Ну, типа. Может быть, стандартный персонаж. Короче, казино. Просто казино. С каким-то гарантом, но казино. Это такая громкая игра, я себя не слышу даже. Фри-то-плей динозаврик, кроме когда отключает интернет. Да, кстати. Нормально. Самая клевая игра. Я удивлен, что какой-нибудь EA не выпустил платную версию этой игры. Там еще донатить можно было. Чтобы динозаврик выше прыгал и быстрее бежал. Кстати, классная атака, от которой невозможно вернуться. Мне нравится все больше. Это бой. Просто спамит атаками прям под тебя. Ну просто физически нет времени уйти от этой атаки. Да уж. Жду стрим под динозаврик. Не. Все лучше, чем дейлики в Геншине. Бля, этот кал еще не разбивается просто. 30 тысяч ударов надо.
born of ice and frost. Мне интересно, кому вот кажется это интересным, ну типа, просто кто это придумал, зачем? Эту механику. Просто реально, вот, говорю, я сколько смотрю на вот этих новых боссов и вот эти новые какие-то механики, они существуют просто, чтобы, ну вот, надо что-то новое. Вот из таких соображений, по-моему, ну. Не знаю, говорю. Грустно так. Просто потому что. Ну все, кстати, ну точнее, наверное, не все, но многие заметили, что новый босс какой-то реально унылый тоже. То есть в плане механик. Но люди жаловались на то, что он слабый. Якобы все боссы предоставляли какой-то челлендж. А новый босс слабый. Блин, ну вообще... Весь прикол в том, что просто у нового босса нет этой фазы неуязвимости. То есть, да, он убегает от тебя, ну, это тоже своего рода неуязвимость, потому что тебе надо до него добежать, там, это все дела. И он под воду, типа, уходит, под землю. Но, по сути, у него нет фазы неуязвимости, да, как у 90% боссов в этой игре. Поэтому он слабый. Блин, смешно, конечно. Но люди не видят суть вообще всего этого. Не могут люди зрить в корень. В этом проблема. Ну, говорю, я вот все просто смотрю на это все и херевое. Блин. Хотя не, кто-то я тоже читал, писал о том, что Геншин очень сильно раздражает тем, что все противники пытаются от тебя убежать постоянно, спрятаться. И просто тебя тормозят этим самым. То есть им там на один удар буквально у них хп, но они от тебя убегать будут 10 минут просто. Тянуть время. Но когда, кстати, до большинства людей дойдет вот эта вот тактика разработчика, то тогда, наверное, Геншин сдохнет как раз. Вот забавно, что я что-то вспомнил, что беседка со своими однотипными играми тоже. То, что в какой-то момент вот это вот с тебя спадают эти розовые очки, ты видишь, что у них все игры одинаковые, реально. Ну, то есть по одним лекалам. Но весь прикол в том, что, блин, Starfield вышел еще хуже, чем они обычно делают игры. И как бы люди прозрели чуть раньше. Люди чуть раньше прозрели за счет этого. Я бы тоже с одним хп убегал. Не, это понятно, что ну, любой адекватный человек, ну, если у него заканчивается здоровье, то он будет убегать. Ну, блин, в игре болванчики, которые созданы для того, чтобы их избивать. Они от тебя убегают просто постоянно. Типа, чё? Майнкрафт неповторим. Да, Майнкрафт имба на самом деле. Майнкрафт самый настоящий имба. Я там тоже приколов хватает. Я, кстати, вчера что-то... Я не помню, я копался, что-то там это... Началась гроза.
Сейчас я вспомню, подождите. Кого я еще хотел добавить? А, Шарлот. В пати хотел добавить. Блин. Ищу Шарлотту, нахожу Энфей. Просто, блин, два одинаковых персонажа. Ну ладно, не одинаковых, но у них у обеих розовые волосы просто. Короче, прикол в чем? Типа началась гроза, что-то бахнула молния там рядом с моей базой. Я не обратил на это внимания, пошел спать. Потом выхожу, типа ясный день уже, все нормально. Смотрю, короче, стоит примерно на том месте, где бахнула молния, стоит скелет на мертвой лошади просто. Я такой, ого, нормально. Я к нему подходить, в него второй раз бахает молния, блин, среди ясного неба, просто бахает в него молния, их становится 4, и они начинают херачить меня огненными стрелами просто. Я офигел вчера просто от этой механики. Я потом почитал, что да, это действительно такая механика есть в Майнкрафте, что во время грозы они с 30% шансом, это на харде, спавнится вот этот скелет на мертвой лошади, ловушка такая себе. То, что в него потом херачит молния, и их становится 4. Типа, я охерел вообще от того, что в Майнкрафте это существует. Просто жесть. Я не понимаю, кстати, как вот при всех тех вещах, которые, ну, в Майнкрафте. Ну, много очень в Майнкрафте как для детей сделано, да, то есть механики, всякое это. И тут такая хоррор фигня просто. Я говорю, я офигел, блин, просто от неожиданности. Это покруче херобринов, блин, этих историй. Куда он поехал? Персонажей в Геншине, да, много. Полина недавно видела невидимого паука. Не, невидимых пауков я сотню видел, потому что у меня спаунер пауков, и там регулярно спавнятся невидимые пауки. Это, кстати, да, тоже прикольная механика, но она очень старая, поэтому я про нее тоже знаю. А вот эту вот новую я еще ни разу не видел. Я не знаю, может, ее тоже уже давно добавили, но, говорю, я первый раз ее вчера увидел, я офигел, конечно. Настолько это было неожиданно. А еще как раз весь прикол еще в чем? Потому что за день до этого я тоже там что-то заходил покопаться на пару часиков. И просто 3 этих лошади скелета. Вот это, ну, короче, мертвые вот эти лошади. 3 штуки просто у меня на базе заспавнились. Ну, видимо, они спавнились по тому же принципу, но там скелеты сгорели или что. Не знаю, ну просто стояли вот эти как раз костлявые лошади у меня на базе. Ни с того ни с сего, я офигел. Вот вчера, да, они заспавнились, эти скелеты, они еще в шлемах были, они еще не горели как раз на солнце. Это было забавно. Блин, реально Майнкрафт гораздо больше приятных эмоций приносит, чем Геншин. Несмотря на то, что было обновление недавно в Геншине, и все-таки закончилась эта фонтейновская прикольная очень история. Ну, как бы, да. Геншин опять скатывается в, как это называется, в рутину. В рутину. Так, теперь бы понять. Я же взял вроде. А вот соль, мег, хаос. Вот это да. Эти поручения. Продавай лошадей, говорят, редкая штука. Да я, кстати, и думал в газету объявление дать. За 30 алмазов продавать. Я не знаю, надо ли они кому-то, потому что у них хп как-то мало на самом деле, у этих костяных лошадей. Я бы такую не купил, если честно. Чисто как поставить у себя на базе для красоты, может быть, да. В плане именно как лошадь они бесполезны.
Да, наверное, никому уже не нужны лошади, у всех же элитры есть, в принципе. Это как, да, это чисто как декор получается. Вот они. Ни у кого хп не осталось, класс. Так. 8 бутылок молока, 10 бутылок соли. Вообще прикольно, что есть квест, чтобы дать кому-то соли, при том, что ну, соль не крафтится никак, не это. Ты ее только покупать можешь. Я просто спекулирую, получается. Я покупаю соль там за 10 голды, я продаю за 30 тысяч просто. Чему учит нас эта игра вообще просто? Так, да. Че, она под землей? Нет. Видимо. Молоко, по-моему, тоже, кстати, покупается только. Вообще нет коров. We're way behind schedule. Давайте еще один босс. Точнее, мини-босс. А, я уже взял его. Только второй заказ. Блин, забавно так, то что в фонтейне теперь идет дождь, и вот эти загадки сами собой решаются вот этими штуками. На которых как раз гидроэффект надо наложить. Я уже встречал этот момент. Что ты идешь, идешь, у тебя хоп, сундук открылся тебе. Потому что дождь идет. Смешно, конечно, что они такие загадки сделали. Которые сами собой решаются. Я помню еще, когда эти сливы были по поводу того, что типа в фонтейне не будет идти дождь, потому что большинство загадок так решаются. Но они почему-то включили в итоге дождь, не знаю, из-за прохождения Архонт квеста или из-за чего. Дождь включается и просто многие вот эти загадки решаются сами собой. No touching. Come on, focus. Так, это сейчас был максимальный буст, да, вот это вот? То, что они закричали, типа, вот эта аудитория. Окей, ладно. На дому появился Xbox, пора открывать формульный сезон. Xbox это клево. Но в формуле, по-моему, нет кроссплея, я не помню. Единственная проблема.
Так бы мультиплеер можно было гонять. Так, еще один заказ на монстров надо. Ну, вообще, у меня что-то есть какое-то такое ощущение, что сейчас вот настоящий формульный сезон закончится, и мне прям захочется в формулу погонять. Что-то какое-то такое ощущение. Мне будет не хватать как будто формулы. Хотя этот сезон, конечно, такой. Убивает вообще всякое желание формулу смотреть. Слишком мало чего интересного происходило. Не, были какие-то свои моменты прикольной борьбы, но... Борьбы за первое место вообще почти никогда не было. Один раз, наверное, только вот в этом, в Сингапуре, когда там Red Bull промахнулись с настройками. Ну или просто чисто физически машина не позволила настроиться нормально. Next on the agenda. Единственный момент, когда реально была борьба за первое место. Blaze over. Watch and learn. Давай, взрывай. Ну, где-то слабо он взрывает эти шары, блин. Блин, мне казалось, что Кавик будет гораздо сильнее бахать этим с ешкой своей, все эти взрывая бутоны. Попробуй обгони казах. Так это да, это наш местный Верстаппен, которого никто не может обойти. Так, с этим закончили. Что там еще? $20 блюд. Боссы тоже, походу. Ну, можно пойти еще бахнуть босса. Это 40, это есть смола. Буду Латифи отыграть, он навсегда в моем сердце. Блин, Латифи, да. Вообще смешно-то, что у нас теперь есть другой сильный гонщик из Северной Америки вместо Латифи. Блин, забавно, что они все оттуда. То есть Стролл, Латифи. Теперь Саржент. Ну, это как бы два канадца и один американец. И все очень сильные. Strike a pose. Рента-драйверы. They're still new. Access denied. Отлично, кстати. Что... Я отхожу прям под луч. Let the world collide. Breaking news. Hold that pose. This is long overdue. Не сдох до сих пор. Так, 4 это мало. А вообще у меня Шарлотта какого уровня? 69-го, да? Ну да, еще одну звезду надо, то есть 12 этих. Это минимум. Еще больше.
Так, 59-го тоже. Я говорю, Фурины в первую очередь прокачивал, конечно. Хотелось посмотреть на дэмэдж и все остальное. Я говорю, я что-то не в восторге. Конечно, запак еще тоже так себе. Но это надо, получается, еще вот эту фигню фармить. Сет, артефакт. Тоже муторное дело. Ну, типа, тогда и просто дэмэджа она будет выдавать больше. В принципе, буст и все ее механики и так уже понятны. Вообще, если бы мне она понравилась, наверное, да, как вот Елань в свое время. Очень сильно мне понравилось. До сих пор я играю. Ну, кстати, можно пройти этот делик. Это какой-то сюжетный вроде как. То я бы, наверное, уже потратил всю смолу, которая у меня есть. У меня же есть куча слабой смолы, вот этой, которые дают в этом пасе. 25 штук есть. До сих пор не потрачено. Говорю, что как-то не в восторге я от механик Фурины. Мне изначально не сильно нравилась эта фонтенская механика с этим отниманием, добавлением хп, вот это вот. То, что все, ну, с самого начала артефакт-сеты все под это заточены, все персонажи под это заточены. Странная, мне кажется, механика такая. Говорю, опасная именно в плане того, что тебя ваншотать все будут просто. Что твоих персонажей вечно, блин, мало хп. Либо надо собирать команду такую, где у каждого персонажа по 40 тысяч, да? Тогда типа нормально будет. Поднимите сиреневую чайку. Прогнал. Не, я его просто сфоткал, если что. Она боится камеры. Сколько ты в совокупности в Геншин играешь? Ну, чуть больше 2 лет уже. Ну, именно так, что каждый день дейлики делаю прочее. Но опять же, часто играешь в Геншин, это зашел на полчаса, сделал дейлики и потратил смолу и вышел, все. Так что поиграть я в основном на стримах прохожу всякие интересные вещи. А, ну вне стрима я, кстати, еще эти же World Quest прохожу в основном тоже. Ну, потому что читать просто лень на стриме. Про себя гораздо проще читать, когда вне стрима проходишь такое. И времени меньше занимается. Так, с этим все. Там ивент. Надо посмотреть. Сегодня уже все открылось. Испытание чувств. Хрень скрытых течений, откликаться на небесный гром. При активации реакции заряжен. Вы получите мощное усиление. Используйте это преимущество. Заряжен. Вот каждый из этих ивентов, он так или иначе призван продать какого-то персонажа, да, то есть заинтересовать тебя в механиках какого-то определенного персонажа. Но здесь вот я смотрю... А, ну да, тут вот есть как раз. Они продают я и Мика и Ньювилетта. Таким образом. Чего, блин? То есть я не могу просто взять любую другую свою команду, я обязан брать это. Охереть просто. Вы, конечно, придумали. Вот это я понимаю, блин. А нахера я тогда своих персонажей качал, если вы блин, говорите мне, что я, блин, обязан ваших использовать? Интересный вопрос.
Я уже забыл, когда последний раз такие ивенты были, что тут своих персонажей не давали использовать. Ну, туманное подземелье я помню, оно всегда, в принципе, было рассчитано на то, что ты пробуешь, типа, новых персонажей. Но чтобы вообще нельзя было своих использовать, я уже не помню такого. Керамика телепортируется, нажать по тайму. Клевать вообще. Odds revealed by right here. Where do you think you're going? Bow your head. А, 0 урона просто. Я хз. Просто хз, как это работает. Emerge right now. Я вообще не читал, что там надо делать. Я урон не наношу вообще почему-то. 2000 урона, офигенно. А, надо просто вызывать реакцию, типа, тут не в этом. И чё, я выиграю сразу после этого? Что произойдет? A sight to behold. Right now, emerge. Settle down. Be sanctified. Right now, right here. Emerge. Bow your head. Я так понимаю, что надо было дополнительные какие-то испытания проходить, чтобы у меня нормальный урон был, а не вот эта вот херня. Но это классно, то что тебе сразу позволяют пойти главный ивент делать. При том, что ты там ничего не сможешь сделать, по сути. Класс. Поддержать придумано. 2000 урона. Это за уныние. Поставь. Типа, в чем прикол ограничивать урон? Просто, ну и срань. Надо, получается, что находить какие-то ключи руин, потом возвращаться к главному испытанию. Не, когда персонаж имбовый, блин, выдает по 2000 урона, ну, типа, это признак того, что это какой-то кал. Ну, не иначе. Right now. Emerge. Во, вот тут нормальный урон по ним идет. Вот тут как положено. Вот серьезно, да? То есть... Это дизайнил, блин, вот просто... В чем смысл просто? В том, чтобы просто... Ой, я не знаю, просто растянули эту херню. Вместо того, чтобы просто взять сразу показать, что вот смотрите, у нас имбовый персонаж, и смотри, как быстро все проходится. Вместо этого ты, блин, 20 миллионов мелких врагов, которых 0 хп должен завалить, прежде чем тебе нормальный урон покажет этого персонажа, блин. В чем смысл такое делать? Ну, это дизайнерская импотенция, не иначе. Ну, типа, я не знаю, ну как, просто что это такое?
is order. Я же делаю ровно все то же самое. Я же не умею играть этой командой. By royal decree. И до этого не умел, и сейчас как бы не умею. И ничего же не изменилось. Но при этом... Сейчас вот все нормально проходит. Ну тут все хорошо проходит. Сейчас пойду в финальное испытание, оно точно так же пройдется легко и просто. Ну просто потому что. Order guide you. Stabilize. Oz revealed. A sight to behold. Right here. Emerge. The tides beckon. Bow your head. Ну, по 10-11 тысяч, да? Вот это оно. А тут по 2000 урона, блин. Что это такое? Right now. Right here. Right now. By royal decree. Be sanctified. Silence. Stretch your wings and raise a storm. Nothing lasts forever. Right here. Right now. Emerge. This is order. Solidify. Settle down. Я еще не знаю, вообще не понимаю смысла этого испытания. Не, я помню, что какое-то вот это вот туманное подземелье, я не помню, это еще... Да, еще во времена Инозумы. Первый раз, когда я играл эту фигню, мне понравилось. Но там ты бегал по какому-то лабиринту, что-то какие-то бонусы собирал. Ну, реально интересно было. А не то, что здесь ты просто отошел на 3 метра, нажал на кнопку телепорт, а там другое еще испытание проходишь. Говорю, это такой бред. Блин, просто возьмите, доскопируйте уже то, что у вас хорошо работало. Нахера вы какую-то новую фигню делаете? То есть делайте более унылой. Вроде как возвращение старого ивента, но они его переделали, зачем-то упростили. Лагуша гейминг какой-то, я не знаю. Просто это бред вообще. Был прикольный лабиринт, по нему было интересно ходить, исследовать и собирать бонусы в нем. Ну, то есть там в разных углах разные какие-то бонусы лежали. Сейчас просто, блин, 3 телепорта и все, до свидания. Чё, блин? Нахера такое делать? Не знаю, мне совершенно непонятно. Классно, что это не дают нормальных своих персонажей использовать. Брутфорс давайте попробуем снова. Без этой херни. Без этих странных телепортов бесполезных, унылых. Не помню, как линии правильно использовать. Но помню, что лучший тиммейт линии это как раз Беннет. Это просто босс, блин. Да, и ты почему-то дамажишь его, блин, по 3 хп. Я говорю, просто чтобы оправдать существование вот этих 3 телепортов с отдельными челленджами.
сделали так, что тебе персонажи не наносят урон. Order guide you. Gather. Booba, get them! Going in! Stabilize. I will have order. A round of applause. And voila! Shia! Shia! Za! Shia! Za! Shia! Za! Gather. Nice and spicy! Teamwork is dreamwork! Now disappear! Here comes the finale! Eat this! This is order. Stabilize. Shia! 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 Going in! Booba, get them! Solidify. A round of applause. Step right up. Ну да. Нельзя ж просто так взять и Nice and spicy! одного босса оставить, надо еще мелочушку накидать. You're toast! Out of the frying pan! And voila! Let's get this show on the road. Going in! Booba, get them! Gather. Let's light it up! Не, если они реально хотят вот таким вот образом продать персонаж, то это явно не лучшая идея. Это такой бред. Реально, ты заходишь в мейн испытание просто чтобы увидеть, что персонажи наносят по 10 урона, блин. Чё? А, ну просто ты не прошел вот эти дополнительные испытания, поэтому они мало урона наносят. А чем это обусловлено в принципе? Ну, то есть, Out of the frying pan! это как-то объясняется вообще? Stabilize. Что персонажи стали немощными? С чего, в принципе, просто? Everybody stand back! This is order. Solidify. Let's light it up! You're toast! A round of applause. And voila! Here comes the finale. Teamwork is dreamwork! Booba, get them! Order guide you. Да уж. Gather. Eat this! Step right. О, ну да. Сквозь щиты, сквозь все нормально. Взял и пробил. This is order. На, естественно, все заблокировано. Nice and spicy! Блять, конечно. Solidify.
Я считаю, что ивент был так задуман. Они еще на стриме, по-моему, или это не про этот ивент они говорили, что можно будет сразу перейти к этому, к максимальной сложности. Ой, я перехожу. Весело. Задорно. Light it up. Teamwork is true. I'm the frying pan. It's the fire. Eat this. У меня синвин достаточно сильно, чтобы это в соло затащить. Это уныние, просто не ивент. Весь, конечно. Не, я считаю, уже последнее время у них тренд. Самый унылый ивент ставить самым первым в патч. Что-то я смотрю реально. Испытание холод. Это испытание терпения скорее, блин. Лучше бы я рельс закрутил, если честно. Сейчас на это смотрю. Нужен хиллер, кстати, сильно. Ну, кстати, Мика говорили, что ж неплохо подходит на роль хиллера в команду Фурины. Потому что это прокачано лучше, чем... Блин, а почему я не свою Фурину взял тоже? Чё за... Блин. Чё за бред? Погодите. Чем я пробную Фурину и пробного Сенсю взял, если они у меня свои есть? Они будут поинтереснее в любом случае. Несмотря на то, что Фурина не идеальный артефакт. Да и у Сенсю тоже так. Наплевательски собранные артефакты, по сути. Что его главная задача гидра в команде. Накладывать. А не дамажить. Ладно, давайте я буду, блин. 3 испытания проходить. Прежде чем идти в мейн херню. А, еще же главная проблема, как по мне, всегда в плане именно Сенсю вот этого, ему всегда дают зачем-то не скрифишл, а этот, в этих пробных у него всегда Павоний этот дурацкий, который не дает второй ешки. Блин, ей дали оружку эту фри-то-плейную, крафтовую. Прикольно. Не, ну тут понятно мои персонажи. Тут этот сет. 51. А, ну да, в этом сете-то и не надо даже 51, там 40 достаточно, сказал. Rain outlines your fate. Rain cutter. Let my name echo in song. Yup. Максимальный бонус уже. Ну, да, говорили как раз, что Фурина лучше всего работает с этими, с фонтейнскими персонажами, которые сами себе тоже хп отнимают и восстанавливают. Что типа, ну, она обязательно в их команде с фонтейнцами должна быть, но на самом деле нет. Того неплохо с ней работает тоже. Блин, ну Тризли веселые механики на самом деле. Несмотря на то, что он тоже себе хп как бы отнимает.
That way now. Stay cool and face your guilt. A moment, please. Let the world collide! Witness the power of Gugwa. Rain outlines your... И все просто уничтожил последнего робота. Да уж, ивент, конечно, мощный. Бля, я, короче, не буду сейчас даже награды собирать. Соберу их завтра. От дейликов. Просто чтобы дейлики не делать. Называют состоянием бутонизации мастерства стихий фильмов отряда. Прикольно, что здесь нет нахиды. Мне кажется, весьма странно. А у меня, блин, фишель прокачана, оказывается. Я что-то брал фишель бонусную, а у меня прокачанная фишель уже на самом деле. Я уже и забыл про это. Я ее что, хотел в команду с кицин поставить, что ли? Я что, забыл про это. Я взял эту стандартную гиперблум команду с байжу вместо нахиды. A bitter purpose. Dissipate! Know my sword! Ring cutter! Что забавно, 2 хиллера в команде просто. Чтобы контрить как раз Фурину просто. С его высасыванием хп из всей команды сразу. You are not welcome. Stand with me! Out of my way! Let my name echo in song! Rain outlines your fate. Know my sword! Let me weep. Remember, health comes first. А, кстати, а он же ведь тоже этот катализатор использует. Тоже может эти бутоны генерировать. Как анахида. Let the world collide! Yoo-hoo! Our bond is strong. I'll settle this. Seems like an emergency. А. Как раз сейчас не будет этого ультимейта Фурина. Вынесено. Да не, может и будет нормальная энергия насыпали. Witness the power of Gugwa. Let my name echo in song. Out of my way. Taking a turn for the better. Хорошая команда, конечно. Может реально байжу выкрутить просто. Чисто вот такую команду собрать. Гемы-то есть, в принципе. Let the world collide. Let me weave you. Это как раз то, о чем я говорил, что Purified. Dissipate. как будто Фурина создалась для того, чтобы других персонажей продавать. Просто киллер. Да. Так, что там дальше? Это оно было или вот это оно было? Не, это новое еще одно. Стимуляция теперь. Но тут сайна, да, должен быть, конечно же. Вот плохо, что... Ну, дали бы мне мою кицин сюда взять.
Я бы показал, как надо. Так получается полнейшая фигня. Хотя куки запаковано в этом мастерство, да, оно больше будет бустить стимуляцию. Наверное, так нормально будет. Точнее, там вегетация, по-моему, это называется. Стимуляция это общая. Короче, не суть. Our bond is strong. Rain outlines your fate. Два бомжа этих, это все. Committed to memory. Энергии, конечно, просто ноль. Rain cutter. Зря пространство. Понимаете, все. Не достал. I'll settle this. Dissipate. Sharing my knowledge. Futile. Through me, justice is served. Stay content. Класс, я нажал, но ничего не произошло. No, my sword. Time to act. Rain outlines your fate. Our bond is strong. Мне нравится, что они пишут не обязательно, но играть, блин, просто 2000 урона. Dissipate. Make yourselves at home. Everyone hold hands. Witness the power of Gugwa. Your sins weigh upon your soul. Guilty. Your penance is due. Lightning purified. Our bond is. Let me weave you a verse. Know my sword. Rain outlines. Surrender. Through me, justice is served. Guilty. Значит, нахиды нету, ни хера, блин, нету бонуса урона. Hey. Sharing my knowledge. Потому что враги по одному спавнятся, естественно, Witness the блин. power of Gugwa. Rain outlines your И fate. во всех безднах новых. Judgment is upon us. Stay content. Guilty. Grow, grow, grow. Out of my way. Let me weave you a verse. Know my. Чем нужен Сайна в этой команде, не знаю. Просто потому что он был, я его взял. Все. Такая история. Точно так же, блин, реально можно эту же команду собрать с Кицин и говорить, что Кицин офигенный персонаж тоже. Потому что Кицин не будет никакого импакта тоже вносить, как и Сайна вот в этой пачке. Конечно, странные персонажи давались.
Чем-то. Так, ну я-то, кстати, классный персонаж тоже. Его часто вставят в команду. Тоже типа националки. Сенлин. Я даже не знаю. У меня тоже есть все эти персонажи, что забавно. И тоже хорошо прокачаны. Это так чисто для вида. Ну, вообще можно, кстати, как раз попробовать сейчас без этого. Сколько тут врагов будет? Давай. Скажи мне. Будет 5 врагов всего. Не, ну это срань. Того не стоит, короче, вот это заморачиваться. Реально тратишь в 10 раз больше времени, потому что тебе просто порезали урон. Ну, просто потому что. Все. Единственное, что хорошо в этом ивенте, это то, что тебе не надо никуда телепортироваться, ни в какие ворота эти синие заходить, как это всегда бывало. Просто выбираешь персонажа, нажимаешь начать и начинаешь. Все. Вот это единственное, что клево сделано в этом ивенте. А само по себе вот эта беготня от телепорта к телепорту, какая-то тупость просто-напросто. Вот это вот. Дополнительные испытания. Просто чтобы, блин, у тебя был нормальный урон, а не порезанный. Everybody stand back. One with nature. Time to go. Following orders. New content. As one with wind and cloud. Hey, yeah. I'm getting sick of this. You want this one? Ну. Да, я-то очень даже не дошла. Into the wind. У него, кстати, этот флейта. Я сейчас понял по нотам это. Очень смешно. Что у него тут фри-то-плей сборка. Им показывают, что я сильный персонаж. Поэтому да, сейчас вот баннер будет, это обязательно донатик крутить. Clouds high. The birds call. The wind knows me. Teamwork is dreamwork. They're really a boba. Get them. Чел просто взял и убежал нафиг. Весь прикол в том, что у меня Сенлин больше урона наносит, чем этот Аята. Сука. Смешно, конечно. Блин. Ну да, вот есть набор в Геншине 4-звездочных персонажей, имбовых просто.
Сен Лин Беннет, Цинцю. Кто там еще? Ну, Фишель, да, в этих в некоторых командах тоже имба. Так, ну и последнее. Испытание решимости. Кто-то, кстати, жаловался. Или на эту фигню, или на какую. Что, короче, что-то не дают использовать нормально способности. Кто-то где-то. Пробные персонажи. В этот раз все пробные персонажи доступны для игры. И мои персонажи тоже доступны. Но, к сожалению, нету здесь Кицин. Я бы взял Кицин. Если не брать ее... Ну, наверное, команду Ризли возьму. Самая прикольная была, наверное, команда с Ризли. Что мне понравилось. Кто еще? Шарлотта. Ну, надо хил по-любому какой-то. То есть Шарлотта, варианты. Мика. Или Байжу даже вообще. Кто-то писал, что он хочет обогнать казаха. Да, Даша заходила и говорила, что у нее теперь Xbox, если она тренируется, будет тебя побеждать. Привет, Кирилл, привет. Так, ну все-таки не, наверное, я Шарлотту возьму, да и все. Тоже пробную. Потому что моя не до этого, не доделана все равно еще. Но она победит 100%. Ну, конечно, блин. Ей достаточно начать играть, и как бы очевидно, что времена доминации киберказаха закончатся. Так же, как в следующем году Ланда выиграет у Макса титул просто. Я ж как раз сегодня подшутил эту шутку про то, что у нас свой Макс Ферстаппен есть просто. Компания. Готов отдать свою доминацию этой женщине. А как звучит, а? Женщина будет доминировать. Так. Ладно. У меня тут веселейший абсолютно ивент. По моему голосу сразу слышно. Я просто в восторге. Мы тюрьму делаем сейчас. Можно прикольный ивент придумать. Кстати, знаешь, что самое забавное? Я сейчас играю персонажем, который как раз является этим смотрителем в тюрьме. Прикольное совпадение. И как раз же сюжетная ветка в Геншине была вот это про тюрьму тоже. Это в прошлой версии, правда, была. Новая версия уже. Продолжение этой темы. Уже не про тюрьму. Time to shine. Yoo-hoo! Breaking news! Witness the power of Gugwa. Know my sword. Huh? Huh. Yeah. Let's begin. Вообще, какой можно прикольный ивент в тюрьме придумать? Мыло ронять, что ли? Let the world collide! Rain cutter, know my sword. Rain outlines your face. Stay cool. Face your guilt.
И закончился баф Фурины. Time to shine. Быстро. Witness the power of Gugwa. Huh? Have a safe trip. A moment, please. А, надо Ризли Ешку нажимать, чтобы он себе хпать не мог. Я уж забыл про это. Но мы еще в зиме построили, будто где-то на Колыме. Ризли, кстати, кривой персонаж, так что да. Тоже все совпадает, блин. Ладно, смешно на самом деле, смешно. Просто. Можно искать отсылки к Геншину просто везде. Exactly. But none of them believed me. I'll think about it. Я вчера, кстати, когда заходил как раз, ну, когда выходил из игры, я зашел посмотреть на это, на интерактивную карту, и я видел, что там что-то строишь где-то в ебенях просто на севере. Теперь знаешь, что это тюрьма. Is an excellent publication. They have Прикольно, many наверное. outstanding Я даже догадываюсь, кто там первый будет. Житель этой тюрьмы. Да, кстати, здесь до 100% добил уже. Тут 91. 76. Теперь вместо дейликов, короче, зачищаю карту потихоньку. And the editor-in-chief is always open to new ideas. Кто будет But первым? most importantly, Ну, they енот-террорист, pay their writers очевидно on же. time. Ну, опять кого-нибудь взорвет, ну и все. Отправится. Так, что еще надо сделать? Эту пройти бездну новую, что ли? А, она не ресетнулась еще. 13 часов. Это завтра будет бездна. Ага. И что делать? Сюжеты я не хотел сегодня проходить. Не в том состоянии я просто-напросто. There'll be an extra fee for that. There are lots of journalists in the court of Fontaine, but not all of them hold themselves to a high professional standard. Но я не думал, If you're ever что looking to do an interview, I'm your best choice. ивент будет настолько унылым и быстро пройдется настолько. Привет, Никитос, привет. Я-то еще, конечно, сейчас пойду эти артефакты пофармлю, наверное, для Фурины. Они здесь фармятся вроде, да. У меня там куча густой смолы. Я что, недельный ресет сделал? По сути, недельный фарм. 20 блюд такое. Испытание подземелья сейчас тоже закрою, получается уже. Не, я реально, я что-то обсчитался, да, что бездна. Думал, сегодня ресетится. Сегодня ведь среда, правильно? Потому что я еще и с ивентом, не, с ивентом все угадал, должно быть как раз сегодня вторая неделя. Так что, да, получается завтра только. Бездна, блин. Что, мне отдельно завтра еще бездну подрубать, что ли? И достримливать как раз эти 3 часа. Что 1,5 часа всего по играм. Но, честно сказать, мне уже хватило и так. Тюрьма строгого режима проводит набор рабочих на должности повара, охранника, стабильно заработная плата. Это что, реально в Дискорде есть это объявление теперь? А, да, видишь.
Да. Вот и современной молодежи развлечения, конечно. Тюрягу играть. Illusion shattered. Everybody stand back. Let's. Hey, yeah. At the right. Busted. Gotcha. Things are about to get dicey. Now you shall perish. Shine down. Я еще мне что-то вспомнилось. Была же ВКонтакте эта игра вот эта на флеше, тоже тюряга называлась, блин. И все в нее играли, блин. Всем интересно было. Блин, я никогда этого не понимал вообще. Типа косплеили заключенных, челы. В чем прикол? Говорю, я это никогда не понимал. Прикольно. Вот можешь стать Кларинде потом пойдет. Это фигня. Мастерство и ХП звучит прикольно. Еще и с восстановой. Часы. Вот. Моей Фурине на самом деле реально не хватает. Очень сильно восстановы. Я задумался о том, чтобы ей часы дать на восстанову как раз. Gotcha. Everybody stand back. Let's look. Hey, yeah. Nice and quick. Things are about to get dicey. Quietly now. Inazuma shines eternal. Блин, я сейчас играю и понимаешь, что самый толковый архонт это реально Райден. Именно в плане боевых навыков, именно в плане того, что она не чистый саппорт. То есть остальные архонты это чистейшие саппорты. У него какой-то свой дэмэдж есть вот в ультимейте. Она бахает. То есть из всей коллекции архонтов реальный must-have это Райден. Ну, несмотря на всю имбовость остальных архонтов, как бы, да, то есть каждый из них лучше в чем-то своем. Ну, именно в плане того, что... Короче, да. В плане того, что Райден может быть дамагером. Quietly now. Everybody stand back. Eat this. Boba, get the... Here comes the catch. Gotcha. Take it easy. Now you shall perish.
Сила атаки. А для Шарлотты, например, нормально будет. Кажется. Хотя защита нам нафиг не нужна. Блин, может реально перерыв-то пойти посмотреть этот квест Фурины. Пока я все более-менее нормально еще чувствую. Хер его знает, что завтра будет вообще. Ну, тем более, что просто сидеть и смотреть кинцо. По сути. Ладно, сейчас 5-минутный перерыв тогда и потом вернусь смотреть кинцо Фурины. С Фуриной в главной роли кинцо, да. Я уже заспойлерил себе, блин, эту историю частично, потому что, блин, какой Аверс гений, просто 48 уровня, не знаю, как это иначе назвать. Они просто взяли, выложили кат-сцену финальную из этого квеста. Просто без подписи, без ничего, ну, название, типа, этой кат-сцены, и они ее выложили. Просто я посмотрел этот видос как раз, или финальный видос из этого задания легенд Фурины. Офигенно просто. Взяли, заспойлерили зачем-то. А Невилета я прошел, да, получается? О, блин, чуть. Сказал, что более-менее себя нормально чувствую, и, блин, просто. Как молотком по голове бахнуло. Если что, всегда ждем в кубах. Блин, кубы, блин, реально сейчас самая офигенная вообще вещь, которая есть. Человая, позитивная максимально просто. Не то, что токсичный генш. Говорю, просто сидишь, просто копаешь кубики, ставишь кубики. И красиво, и прикольно. Тем более, что я еще и слаймчанки все-таки нашел. Теперь копаю, блин, 30 уровней этих. Ну, в одних и тех же чанках 30 уровней копаю, чтобы везде спавнились слаймы. Блин, проходить, не проходить квест. Я думал сервер закрывать из-за онлайн. Естественно, тебе все скажут, что не надо ничего закрывать. Потому что это офигенное место, чтобы зачилиться. Так, ладно, в любом случае, 5 минут сейчас перерыв, потом вернусь, скажу точно, буду ли я проходить. СП за 20 каморы, кстати, очень полезно. А, это дропсы. Закрывать надо всех. Короче, понятно, у нас уже есть этот злобный надзиратель Никитос. Ну ты нет, кстати, не быкуй, потому что вон фото в публичный доступ попадет твое, как ты за столиком сидел. Тебя вообще никто уважать не будет.
Так, я снова здесь. И решил я, что я пройду. Пожалуй, квест Фурины. А почему бы и нет? Тем более, что это самое то на самом деле. В данной ситуации. Просто сидеть и смотреть кинцо. Сейчас только я музыку включу внутриигровую. Да почему игра все-таки такая громкая? Так, на 6. Теперь точно на 6 музыка. Нормально. Откликнуться. В честь вчерашнего дня. Как и они, Мистер, глава 1. Однажды вы с Паймон прибываете в гильдию искателей приключений за новыми поручениями. Блин, бывали когда-то эти квесты, которые начинались с чего-то другого, блин. Наверное, блин, половина этих квестов начинается с того, что мы с Катериной говорим о новом каком-то поручении. Hey, Catherine, it's us. Got any new commissions? Specifically one with a huge more attack, perhaps? Самый You know выгодный where нам we're этот, heading for quality work and speedy results. Choose Paimon and the Traveler. It's always a pleasure to see our two most avid adventurers again. Looking for the next challenge, I see. Actually, we do in fact have a rather urgent commission that is still open. Having read the details, however, I don't believe you'd consider it to be lucrative. Don't worry about that. We were just kidding. So what's the situation? To put it simply, the requester is looking for a temporary replacement actress for their musical. The original cast member ran into some issues and is currently unable to perform the role. But the troupe has also been experiencing some financial difficulties, so unfortunately they cannot afford to pay the replacement actress. That does sound like a tricky situation. So basically they're looking for a volunteer? That's right. То есть нам нужен Our какой-нибудь adventurers reached out начинающий to актер. many actresses, but none of them were willing to take the job. There are only a few days left until the performance. If they can't find someone in time, they'll probably have to postpone the show. And delays tend to create all sorts of new problems. Got it. Oh, this one's a doozy. What do you think, Traveler? Any ideas? Even if we took the commission, neither of us have any experience starring in musicals. Ага. If you're interested in helping, why not start by having a chat with the requester? Но я-то вряд ли If while смогу you're there, актрису заменить. maybe you can't fill the role yourselves, but you might be able to help him figure out another solution. Maybe there's something he hasn't thought of. Oh, it's that guy, huh? No wonder, he looks like he just ate a sour Да и lemon. Паймон тоже вряд ли подойдет. Да. Сомневаюсь, что там была роль маленькой летающей феи какой-нибудь. Прям. Давайте расспросим. Approved, let's go. Hello there, are you the guy looking for a new actress? Wait. О, это же тот самый чел, который появляется в сюжете один раз, которого мы больше не увидим. Sounds like we're pretty famous in Fontaine already. Никогда. But to answer your question, neither of us have any experience in musicals. But we heard that you're in a bit of a bind, so we figured we could at least try to help you think of a solution. Ah, I see. It's okay. I knew that asking for a volunteer was a long shot. If we can't find someone to step in, we'll have no choice but to cancel the show. It would be such a shame. Разве нельзя оплатить работу новой актрисы за счет выручки от продаж билетов? That's the thing. We're not some high-profile theater troupe, just a group of amateur enthusiasts. All our sets and props are very crude. We're grateful enough just to get an audience, never mind ticket fees. If we had a way to make this profitable, things might have turned out differently. But now, it looks inevitable that we'll disband. Disband? You're splitting up the troupe? Oh, I guess the lady at the Adventurers Guild didn't tell you? Yeah, this is supposed to be our final show together as a troupe.
One last show. And after that, we go our separate ways. So we were really hoping to end on a high note. Nobody wants things to just fizzle out. Not after all the time and effort we've invested into it. Кто-то не может участвовать. Yeah, the leading lady, in fact. She's been dealing with a chronic illness ever since childhood, and unfortunately, it flared up again recently. It really drains all her energy, so she's in no state to perform. The show just won't be the same without her. But for everyone else's sake, I still hope we can find a way to hold the performance on schedule. Got it. We have a clearer picture now. Let's see if we can come up with any ideas. What if we sponsored the show? Traveler, how much more are you carrying? Please, there's no need to go that far. I wouldn't feel right asking such a huge favor. And I can't promise that we'd ever be able to pay you back. Вопрос не в море, а в том, можно ли с ее помощью найти хорошую актрису. Good point. If the actress just goes through the motions for the more, that's not exactly rescuing the show. We should find someone who will put on the best performance possible. Oh, wait! What about... you know who? Знаешь кого. Великие умы мыслят одинаково. Ну да. Мы с Паймон те еще великие умы, конечно. That's how you know we're the best of partners. Anyway, she should have all the free time. Неужели они про Фурины говорят? Ну, какие-то... She's really good at performing, and she was once super popular with the crowd. Performing in a musical should be a piece of cake for her. Еще бы знать, где она Who are you вообще. thinking of? Sounds like someone famous. Фурине. Her? You're... That was a joke, right? Nope. Paimon doesn't actually know if she's performed on stage before, but Paimon's pretty confident that she'd be really good at it. You're not wrong there. She has actually performed in a number of big-name shows before. They were one of the reasons she was so popular. But even if she's no longer the Hydro Archon, it's not like she's suddenly a commoner. She's still an idol to many people in Fontaine, including myself. I just think Lady Furina might feel a bit out of place in an amateur troupe like ours. Вообще забавно, что самым логично было бы пригласить какого-то новичка, студента актерского какого-то, да, этого театрального какого-то факультета, да. Но здесь просто решили ва-банк идти, просто местную знаменитость пригласить сразу. Какую-то группу любителей, блин, которые спектакль ставят. Офигенно, конечно, придуман сюжет 10 из 10. Да. Нет, с некой долей сарказма говорю. В принципе, ну, как прикольно, но не то чтобы сильно интересно. Начало, как всегда. Начало, как всегда, такое. Вы хотите, чтобы шоу продолжалось, не так Yes, ли? but... Fair enough. I mean, if she was actually willing to, then of course I'd be honored to have Lady Furina star in our show. I'm sure the rest of the troupe would be delighted too. I'm sure everyone in our troupe has probably dreamt of performing on stage with her one day. Of course, it all depends on whether she's interested. She might consider this opportunity beneath her. No point in stressing about that. We'll only know if we ask her. And besides, things are different now. There's no reason for her to be all high and mighty anymore. Пойдем, в любом случае, будет полезно ее Thank you проверить. for your help. I guess I'll just stay here and wait for the good news. Good luck. Я думал, она куда-то в путешествие отправилась. We live nowadays. She used to live in luxury at the Palais Mermonia, but she's moved out, right? As it happens, I have her current address here. I can provide it to you. Woo! When did you get here? I came over when things were starting to sound more promising. I thought I should be at the ready in case my assistance is needed. It is my duty to support commissioners in any way I can.
Thank you, ma'am. Thank you so А much. по-любому живет там, где это. Now that we've got the Там address, же, где и let's go to Нави, the наверное. marina. Back in a jiffy. Забыл, как это место называется. Маленькая океанит. Забавно. Нет? Не угадал. Пуассон, да, Пуассон. Я думал, она там живет теперь. Но, видимо, нет. Видимо, где-то в городе. Did Catherine really give us the right address? She lives here? Согласен, странное место. Not that there's anything wrong with this place. It's just a bit of a step down from the Palais Marmonia. You know, it's common courtesy to make sure the homeowner isn't in earshot when you're denigrating their abode. Жесть, какой у него голос изменился. Been there, become all Просто the rage. First интонация Catherine and now you. совсем другая. I was just out on a shopping trip. I ran out of macaroni, so I went to grab a few more bags. I used to have a much wider range of choices when it came to food. But now I'm finding that simple, traditional home cooking can be quite delicious too. Тебе не надоедают макароны каждый день. Как будто мне вопрос задают. Что я реально каждый день макароны ем. На завтрак прикольно, вполне. Вполне нормальная тема. Not at all. As long as you have different kinds of Во, sauces да, я in, как раз you can хотел have про разные macaroni and приправы tomato еще sauce сказать. one week, macaroni and bolognese the next. Oh, sounds like you're really struggling to cope. Это потому что тебе приходится много готовить? How rude. Questioning my cooking skills. The audacity. It's not like I have a very eventful life these days. Да не, Actually, просто I флешбеки really про have. одного архонта тут были, So I don't see который how не it's умеет unusual that готовить. My meals are a little simpler now too. Besides, I'm sure I could master dishes like la lettre focilor or blubber profiteroles in no time if I felt so inclined. Ah, there it is. You don't know how to cook. Not yet, maybe, but... Anyway, what are you even doing here? I do hope you didn't come here just to ogle at my fall from grace. Let me first be clear that I'm not taking guests at this time. So if you're just here to clown around, then please be on your way. Shoo! Sorry, we're sorry. Please don't be mad. Паймон беспокоится о твоем благополучии. Yeah, exactly what the traveler said. Paimon wasn't trying to make fun of you. Hang on a sec, you weren't exactly holding back either. Мы вообще-то пришли сюда, чтобы попросить тебя о My помощи. help? Well, maybe you're forgetting that I'm no longer the mighty Hydro Archon. I don't even have a vision, you know. Don't worry, it's nothing that serious. It's just very specific, and you're the one with the power to help. Если не ты, то больше никто не поможет, только ты подходишь. Well, if that's the case, then fine. I'll spare you the lecture about your attitude just now. So tell me, what specifically makes this matter so specific? Рассказывайте Фурину о планах труппы на последний спектакль. I see. I knew you couldn't have come all this way just to amuse yourselves at my expense. After all, I was once the brightest star in all of Fontaine, well versed in all the various performing arts. A mere musical is well within my capabilities. But given the present circumstances, I'm afraid I must regretfully decline your casting request. How come? It sounds like this would be a breeze for you. Но почему? True, but I have made a decision to retire from the stage. Although I am no longer required to play the role of the Hydro Archon, the time I spent inhabiting that character has left an indelible mark on me.
Centuries of pretending to be a different person changes you completely. I'm not the same person I once was. Of course, that can't be undone now. It's too late, and I have no intention of reinventing myself all over again. But at least I can say that I no longer desire to play any new roles. У многих актеров есть такая проблема, которые стали супер знаменитыми из-за одной какой-то роли. Как тот же, блин, этот... Блин, как его как его звали? Я забыл. Который Гарри Поттера играл, блин. Не знаю этого только как Гарри Поттера как раз. Вот. Блин, забыл. Какой чел. Или этот, который британский, этот Роуэн Аткинсон. Вроде так его зовут, который Мистера Бина играл. Все его знают только как Мистера Бина. Мне сейчас запомнилось, кстати, его имя и фамилия, потому что я смотрел какое-то... Он, по-моему, в Топ Гир приходил, вот это интервью у него брали. Или где-то в другом месте, короче, его интервью. Он очень сильно рейджил, когда рассказывал, что его встречают на улице и называют мистером Бином. Он говорит, у меня есть мое реальное имя, я не мистер Бин. Типа... И мне что-то запомнилось после этого его настоящее имя. Короче, да. Забавно. Такие вот. Тоже вот и у нее то же самая проблема, то что она актриса одной роли. Ну, я думаю, мы сейчас ее уговорим-то, в принципе, на новую роль. Тем более, что это, ну, как последнее выступление этой группы, и, соответственно, она тоже выйдет со сцены вместе с ними, и все. Нормально. Как раз. Mr.FixEr, откуда такой ник придумал? Я же уже говорил, сел и придумал просто фиксер и все. Типа я люблю копаться во всяких механизмах, поэтому как бы фиксер и все. Так, так вот что ты на самом деле чувствуешь? To fill in for someone who's sick. Surely that's okay. Whether it's a one-off or not, it's a boundary that I've committed to no longer cross. If I make an exception to the rule now, I'm just leaving a back door for myself, which would be the same as not having a boundary in the first place. So I'm not going to perform, and that is that. Okay, guess there's no convincing you. Well, is there anything else we can do to help out the troupe? Otherwise, they'll just have to disband without any fanfare. Do you know any other actors who might be interested in the role? Nope. Short and to the point, okay. I've never been great at maintaining relationships. Besides, anyone I've ever worked with probably couldn't wait to get rid of me. Since I'm just an ordinary person now, they'll probably just laugh in my face if I go asking them for help. Механизмов в плане. Да блин, в том же Майнкрафте я всегда любил какие-нибудь херни из редстоуна построить. Забавные. Ну, я говорю, сложно объяснить этот момент, что чисто, говорю, люблю докапываться до сути. Разбирать все на детальки. Не стоит думать о людях плохо. Вот тут, кстати, не согласен вообще. Наоборот, если ты максимально плохо думаешь о людях, потом приятный сюрприз, что на самом деле они нормальные, оказывается. Могилент Маген разберешь.
Гелендваген, кстати, он... Это УАЗик, я смотрел, это у Мурка, как он чинил его, блин. Это реально УАЗик. Это так смешно, блин. Правда, у него там какой-то старый еще Гелендваген, но он, я насколько знаю, он сильно изменений не претерпел, только внешне в основном. А сама база именно, это чисто УАЗик такой, блин, капец просто. Чисто немецкий УАЗик. Очень смешно, кстати. Так что он настолько простой, блин. Блин, в отличие от тех же BMW как раз, которые усложнены наоборот, не в меру. Так, ладно. Чё там, не стоит думать о людях плохо, да? Что плохого в том, чтобы сделать одно Look, исключение. I'm sorry, okay? I'm sorry I drew a line in the sand without thinking about every possible grain on the other side. Well, is there anything else we can do? This performance really means a lot to the guy we're working for. Have I not made myself clear? You're barking up the wrong tree. I don't want this job, nor do I know of anyone else who would. Sorry. I didn't mean for that to sound so harsh. I wish I could help, really. But if I thought I had the answer to this problem, I would have said so by now. It's all right, Farina. Paimon just wanted to make sure we tried everything. Oh, everyone in the troupe will be so disappointed. И как же она просто давит на жалость, тупаем. Попробуем придумать план Б. I guess that's all we can do now. All right then, we'll see you around, Farina. Toodaloo to you too. I'm going home to take a rest now. Ну, очевидно, что она завтра прибежит, блин, помогать. Участвовать в спектакле сразу прибежит. It's too bad, but we have to respect Farina's decision. Maybe the thought of performing brings up too many painful memories now. О, нашли уже кого-то? Huh? What's going on? Are they arguing? That's besides the point. I'll ask you again. Why did you start looking for a replacement without my consent? When did I tell you I'm going to take a step back? You didn't need to say it. We've known each other for how long now? We know the signs. But you never tell us about your illness, even when it's clearly flaring up. And that gives you the right to make a decision on my behalf? Shortly after you left, the troupe's lead actress came to the Adventurers Guild. She believes that she's healthy enough to perform. Excuse me, but can you both take a moment to discuss something else for now? The adventurer assigned to your commission has returned. Sorry, I was just dealing with a little misunderstanding. So, how did your conversation with Furina go? Sadly, it's a no from her. We tried to persuade her, but she wasn't having it. She doesn't want to play the role for personal reasons. I see. Well, circumstances have changed a little, so maybe that's not such bad news after all. You see, our leading lady has just informed me that she's well enough to make it to the show after all. Staging the musical with the full original cast was always the dream, of course. Oh, right! Sounds like everything worked itself out then. Вы представьте, если бы нам удалось уговорить Фурину присоединиться, а потом она бы узнала, что она не нужна. Yeah, she'd be livid. We'd get the scolding of a lifetime. Jeez, is Lady Farina really so harsh with people? Only joking, calm down. So, guess we can consider this case closed now, huh? Despite the fact that we failed to complete the commission, we were still racking our brains for ideas on the way back here. Look, there's no point arguing with you about this anymore. You've made yourself very clear.
so I'll stop looking for a replacement. This is the last chance we have, though. If your illness flares up again, there won't be time to find anyone to replace you. So, are you absolutely sure you'll be able to handle it? The whole team is putting everything they have into this final performance. We have to make sure it goes ahead. Yes, I'm completely confident. I've been taking a new medication from the doctor, and it's working brilliantly. I'll definitely be able to tough it out until the performance day. I share everyone's desire to commemorate Свалится в all our обморок years as a посреди troupe with a представления. proper farewell show. So the last thing I want is to be left out. Every one of us thinks of this troupe as their home, myself included. You're right. I'm sorry. I let myself get too worried about the show. I should have asked for your permission first. All's well that ends well. Sounds like the show will go on. Пайман, подожди секунду. Sure. Кто здесь прячется уже? Hey, how did you... I was just passing by because I realized I forgot a couple of items on my shopping list. Как у нее голос меняется, когда она врет, жесть просто. I'm coming. No need to Блин, drag me. актриса озвучки просто гений. Hello, one and all. I couldn't help but overhear your conversation just now. Farina? Didn't you say you were gonna take a rest at home? What are you doing here? I was just ever so slightly concerned about the situation you mentioned. Yes, a teensy bit concerned, that's all. When you came to talk with me earlier, I jumped right to explaining my position and said some strongly worded things. And all before I even had a full grasp of the situation. Anyway, I just feel a bit bad about how it went down. I'm sorry, Paimon. Oh, it's totally fine. Paimon didn't take any of that personally. Да почему ты сразу не пришел? You really have a knack for asking the most uncomfortable questions, don't you? Ну да, I felt very sheepish, нормально. having had a change of heart after flatly refusing you. And then, to make matters worse, you caught me. But in any case, it sounds like the issue has already been resolved. Yeah. When they said they were gonna ask for your help, I almost had a heart attack. I mean, how could we be worthy of having Lady Furina star in our show? There's no need to think like that. And no need to keep addressing me as lady. Just Furina is fine. I was wondering, if this troupe is so important to all of you, why does it have to disband? If the difficulties are purely financial, then there must be a solution. You could put the shows on pause while you look for a sponsor, for instance. Everyone seems so devoted to the troupe. I'm sure if you keep chipping away, you'll find a way through. We all want to believe that, but some things are just beyond our control. Everything's been going downhill ever since we lost our director. She was the heart and soul of our troupe. She kept us going. Her name was O'Reilly, and she was the founder as well as the artistic director of our troupe. And tragically, she was a victim in this serial disappearances case. What? That's actually how I recognized these two. It was all thanks to their efforts that the true culprit was brought to justice. But still, no sentence can bring our director back to us. She was a loyal fan of your performances, Miss Furina. They were what first inspired her to get into musical theater. She rallied many people around her who were destitute or had lost their sense of purpose in life, and convinced them to join her troupe. She wrote her own scripts, acted on stage, and mentored each and every one of us. People loved our performances back then. We seemed to be going from strength to strength. Things were really looking up for us. And then disaster struck. Yeah. After that, the entire troupe fell into disarray. None of us know anything about script writing, let alone how to handle the business side of things. We've been doing the best we can. But despite our efforts, things are slowly but surely falling apart. It's agonizing. But ultimately,
We'd rather end things now on our own terms than stick it out to the bitter end and watch all our dreams turn to dust. Oh. Весьма грустная история. What a terrible waste. A gifted artist from humble beginnings who achieved so much and no doubt had much more to give. And then her life was so cruelly taken. I suppose it's fair to say then that this final show, besides being your farewell to the stage, is also your final gift for her? Yes, exactly. We all miss her terribly. Well, good thing I followed the traveler here. After hearing this tragic tale, I can no longer stand by and do nothing. Furina. I know what you're thinking, but I by no means plan to cross the boundary I've set for myself. Besides, they're no longer looking for a replacement anyway. I can, however, provide some artistic guidance from the vantage point of a highly experienced audience member. But only if you feel this is something that would help, of course. Oh, most definitely. We'll take any guidance that you can give. We unfortunately don't have any budget for a consultant, though. Will that be a problem? I don't need any compensation. All I'd ask in return, if you're willing, is that you tell me some more about the life and work of your late director. Something I've begun to realize since my departure from the Opera Epiclese is that there's a lot you don't see when you observe everything from on high. The law only judges criminal behavior and does not weigh human emotion. The court's verdict can settle the question of criminal liability, but what about all the unresolved emotions of the parties involved? What happens to them? Они утекают в бесконечность. Interesting answer. But if you ask me, I think all emotion shall ultimately return home to the heart and slowly settle with the passage of time. Take, par exemple, how this troupe pines for their late director. Things such as this I have never witnessed before, and so I should like to observe, perchance to understand. Ah, still a fan of your old dramatic monologues then, huh? You just want to get back in on the action, don't you? No. This is a completely different situation. Pearls before swine. The name's not Swine! Would you be willing to join me? Come on, take a break from the bench and we'll listen to a story. Так поймано, что никто не называл. Это неплохо. Причем она в буквальном смысле это восприняла. Смешно, да, смешно. Вот эти, да, прикольчики. Ради тебя я согласен. Thank you all so much. Our director was a huge fan of Miss Furina's performances, as of course we all are. All right, follow me. We'll go to our usual practice space. Please excuse the size. It's a little on the smaller side. Ну, вообще реально, блин, очень жалко ее было после прохождения Архонт Квест. Хотелось реально какого-то завершения ее истории. Отчасти, наверное, оно. Но, конечно, да. Такое себе. Совсем о другом. Ну, то есть, такое. Это, как всегда, зарисовка из жизни персонажа, как бы. Не, я что-то по Архонт Квесту я реально подумал, что она в путешествие отправилась тоже какое-то. А тут вот она живет здесь, в Фонтейне, дальше себе, в городе. Летите к месту репетиции. Huh? Lady Furina? What's Lady Furina doing here? Hello all. Allow me to explain. As of today, Miss Furina
will be supporting our production of The Little Oceanid in the role of artistic consultant. These two over here are the ones that made it possible. They kindly reached out to Miss Furina on our behalf. I'm sure they need no introduction. You bet! That was the trial of the century! You helped bring our director's murderer to justice. We can't thank you enough. Oh, please don't mention it. We're just here to join in on the fun. So, you were saying The Little Oceanid? Yeah, that's the name of our final show. Какое-нибудь It's an unfinished script совпадение. left behind by our director. One of our greatest regrets is that she never got to complete it. So, if we can bring it to the stage and make it a successful show, we can all take some solace in that. Wait, but if it's not finished, then... Поиски актрисы были наименьшие из ваших проблем. We've been battling issues on every front, trying to realize this dream. Anyway, let me give you a quick summary of what the story's all about. The protagonist of the story is a young Oceanid who transforms herself into human form, despite the protests of her family. She longed to live just like any other human. And sure enough, Еще больше she found совпадений. friendship and even love. Everything seemed perfect. But one day, her true identity was exposed, and her world came crashing down around her. So far, so good. A classic tale. What happened after that? That's one of the issues we've been trying to deal with. Unfortunately, this was as far as the director got with her script. We need a proper ending so we can bring this musical to the stage. But people have different opinions on which direction to take it in. We still haven't decided between a happy ending or a true-to-life tragedy. By true to life, you mean the director's sudden disappearance? Yeah, like they say, truth is stranger than fiction. But then there's the question of whether we really want to use the stage to pass our raw pain onto the audience. Exactly. A lot of the time, people come to watch a show just hoping for some light entertainment. We have to consider their emotional stake in this, not just our own. And one last thing. We're still waiting on confirmation from two of our main actors. The first is Paulo, who plays the protagonist's lover. He's locked himself away to focus on writing an ending for the script, but the deadline's passed and we still haven't heard from him. The other is Villemont, who plays the main antagonist. He took the director's death pretty hard. Hasn't set foot in the city since. He did write to us, promising that he'll be there for the final performance, but we haven't seen or heard from him since. So we're not really sure what to make of that. Huh. Although, now that we have Miss Furina helping us, maybe we should take the opportunity to get everyone back together. What opportunity? What do you mean? Maybe you're unaware, but your name has always been like a rallying cry for us. Our director was constantly singing your praises. All of us look up to you as a role model. Oh, stop! You're making me all flustered. Although, not in a bad way. I suspect the reason they're dragging their feet is that they have their doubts about whether the show will really go ahead, considering all the issues you've been facing. But one by one, all the obstacles are being removed. Now is the time to rally the troops. Makes sense. Okay, priority number 1, let's check in with Paulo and see where he's at with the ending. He went back to Poisson a few days ago. Said that staying in a friend's home might help him to relax and escape the feeling of isolation. I thought the last thing his friend would want right now would be to take visitors, given that Poisson was flooded not too long ago. But I guess it's the opposite. A friend in need and all that. Yeah, maybe he could use some company. Poisson. Блин, флешбеки у нее опять эти. Nothing. I suppose my presence will be indispensable if we are to restore his faith in the show. So, allons-y. To Poisson! Блин, еще на французском. Не.
Типа они такие атмосферу создают. Бурат. Pressure's on now. We gotta make sure we're fully prepared. Жаль, не Барат. You're off to Было Poisson to смешно. find Paulo, right? Have a safe trip. We'll take care of the troop while you're gone. Блин, интересно, можно будет потом снова зайти в это здание? Или оно будет закрытым? После того, как квест закончится. И все. Было бы прикольно, если бы можно было. Потом сюда заходить тоже. If I remember correctly, this is where he's staying. Who is it? It's me. Is the script ready? You came all the way here for that? All right. Forget that for now. Just come on out. We've got some great news. Nice try. Look, just give me some time, okay? I'm just wrapping up this last part of the script. I'll be out once I'm done. Okay then. Looking forward to your masterpiece. Чё, серьезно? As expected, he's missed the deadline. The ending is one of the most important parts of the show. Even once he's done, it isn't final until we've all had the chance to read through and make sure we agree on it. Someone told me they'd just seen you in Poisson. I assumed it was a case of mistaken identity, but sure enough, here you are. And Furina, too. I was wondering if we might run into her. So, you're here for Paolo? Looks like he could be a while, so feel free to take a stroll around town in the meantime. I've made all the arrangements already. Oh, it's okay. We can Так just она, wait. конечно, сказала, это вы и Фурины. Thank you for Типа, being so блин, considerate, чё? Miss Navia. That sounds wonderful. We'll take that stroll. Get over here, you! How oblivious are you? How are things in Poisson now? Any better? Things are on the mend, but it's a slow process. Some people may never recover from the trauma they experienced. I'm sorry to hear that. I wish there was something I could do. Please, must our conversations take such a depressing turn every time we meet? We all have painful memories, but we don't have to let them cloud everything we do. And if you're trying to make a new start, perhaps it's best if you don't bring up the past all the time. Thank you for your words of comfort. You make a very good point. But for now, at least, I think I should stay with the way I'm feeling for a while longer. It's okay. These things take time. Moving on from a painful experience is easier said than done. Which brings me to why I'm here. I thought you should probably know that not everyone here is ready to forgive and forget after the Hydro Archon's inaction in the face of catastrophe. To avoid upsetting the peace, I told the townspeople that everyone here is a member of the theater troupe, and that you are just an actress playing the role of Furina. It's not a perfect solution, but hopefully it means you won't have to lie low while you're here. That's so thoughtful of you, Navia. Well, what do you expect? I am the courageous and considerate president of Spina di Rosula, after all, like my father before me. Anyway, that was all. Look after her now. Понятно, спасибо. Off we go then. Let's take a look up there. I don't have any friends that I can be frank and honest with, so maybe she's right. You're the closest thing to friends that I have.
Помогите Фурине развеяться. Да, отличная идея, как раз здесь погулять вместе с ней, блин. Поможет. I'm so жизнь. grateful that Miss Зубами Nadia was so скрипит чел. understanding. To be perfectly honest, I didn't know if I was ready to meet her. It's always easiest to just run away from your problems. But that never fixes anything. You can't get around the obstacles without facing them. So that's why you were nervous when they brought up Poisson. Yeah. I'd be lying if I said I wasn't scared of coming back here. Still, I felt it was something I had to do. As I was saying before, I want to see for myself the things that I never could in the past. I'd be overjoyed if the people here could find it in their hearts to forgive me. But they're more likely to unleash a tirade of vitriol against me. Which, of course, I completely understand and accept. Думаю, не все купили снова шнами. I can tell people are watching me. I'm sure some people here see the idea of someone coming to Poisson dressed as the Hydro Archon as extremely disrespectful. I used to be terrified of the gaze of other people, especially when they had suspicion or resentment in their eyes. I guess I wasn't quite ready for this after all. I'm not surprised you're making yourself go through all of this. Может быть, ты слишком много от себя требуешь? I can't let myself see only the things I want to see. How would that make me any different from before? Look! There seems to be a crowd gathering over there. Чуть расшумелись. Probably time we made a move. How about we check out Spina di Rasula's ship? We should have a view of the whole of Poisson from there. Сейчас будет бунт, будет, смотрите. Будет весело. Надеюсь, можно будет им всем напинать. Чё толку, блин, на нее агриться, если, ну... Конечно, не все знают реальную историю, да, то что она, ну, она реально актриса, просто, блин, которая играла роль Гидроархонта. Но... Даже если... Ну, а что она могла сделать, типа, реально? Если она просто человек. I'm sorry. You probably just wanted a relaxing stroll. And here I am dumping all this heavy stuff on you. Да ладно, мы постоянно только этим и занимаемся. It's actually refreshing to see a different side of you. Great. Well, I appreciate your company, so please don't disappear just yet. I don't know whether you can tell, but the years of suffering and loneliness aren't the only reason I have a hard time facing up to who I used to be. As I stand here by the ship, I can't get the images of the rising water out of my mind. One after another, people were taken by the water. All those treasured lives and memories washed out of existence in an instant. They thought their god would protect them. They had absolute faith that when disaster struck, a divine power would save them from harm. And all the while, I played my part to perfection to convince them that was true. But then the floodwaters finally came, and the Hydro Archon did nothing. You shouldn't look at it like that. You were only doing your duty. Ты слишком сурова к себе. I've had to go through so many moments like that for the sake of protecting the truth. As time went on, it got harder and harder to bear, and I became more lonely and isolated. Eventually, I realized I had nothing left except the truth. I became terrified of completely failing in my task, and was haunted by the thought of being left all alone, weeping on my throne. Fortunately,
We were able to avoid the worst case scenario thanks to the help of heroic individuals such as yourselves. Everyone rose to their responsibilities. And I finally Мы regained вообще my по сути ни freedom. при чем. But on some level, freedom also means no longer being needed. I have no further use to people. I would have never imagined you'd see it that way. Не, ну типа мы помогли, конечно, этому не Вилету, но не то чтобы сильно. Вообще интересно, как роль путешественника все меньше и меньше в этой истории становится, как мне кажется. Да, интересно, что в следующей нации придумают в этом плане. Но это еще, блин, полгода, даже больше ждать. Это летом по-любому выходит версия 5.0. Сейчас только 4.2. Их будет еще 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. Гарантированно будут версии. 5.0 только потом. Ладно, думаю о свободе как о награде. Потому что теперь ты наконец-то можешь высказать свое мнение. Ты больше не должна мучиться, ты больше не одинока. I guess so. Back then, I didn't even dare to dream about having someone to confide in. I was scared of someone recognizing me for who I truly was and exposing the secret I swore to protect. Believe in the Furina you see on stage. She is the one you can trust. I had to keep all my feelings, all my curiosity about life to myself. No one could be allowed to know. That's what I really meant when I said I'm no good at maintaining relationships. So that's where you were coming from. Paimon totally thought you were just a bit of a diva at heart. Could you please get off my case? I don't know what's gotten into you today. I'm making an effort here. You could at least try to do the same. Память хотел сказать, что очень грустно видеть тебя такой подавлен. Иногда легче, когда выговоришься. I do. I once had nothing but the truth, and now I'm finally free to live my own life again. And even though I have no idea where I'm going right now, at least the choice is in my hands. All right, it's about time to head back. Paulo should have finished the ending by now. Sure. Okay, let's head back and check it out. Да течь в воде, интересно. Название. Didn't you say you needed to watch what you eat? You're supposed to be cutting down on fried foods, not wolfing down copious quantities of fish and chips, you know? Come on. It's not every day we get to dine at Spina di Rosula's expense. Can you believe how generous she is? I'm not about to pass on free food. Anyway, my character doesn't need to be slim and good-looking. That's your job. Are you kidding me right now? It's not your character's health I'm worried about, it's yours. I've spent my whole life battling the effects of ill health, and it kills me to watch you willingly ruin yours by filling yourself up with junk all the time. Oh no, looks like they're arguing again. We're back! Could you maybe put your differences aside for a moment? Ah, you're back. We've been enjoying Spina di Rosula's VIP treatment in your stead. Paulo's nearly done. We shouldn't have to wait too much longer. Great! So you were discussing your characters, right? We heard she's playing the Oceanid who turns into a human girl. What about you?
Me? I'm an Oceanid too. He was originally supposed to take the form of a crane, but he outgrew that role. Well, the costume at least. So now he's playing the boar instead. The boar's not a bad character, actually. He's the one who raises the little Oceanid, yes? That's right. He has some pretty memorable lines too, like when he imparts some solemn words of wisdom to the little Oceanid. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Wait, that sounds kind of familiar. It's the most important line in the whole script. I think it's a symbolic statement about our director's life and legacy. She kept quiet about all the trials and tribulations she faced in running our troupe, allowing us to devote ourselves fully to performing. It was only after she was gone that we realized how tough her job really was. You mentioned earlier that the troupe is like your home. Yeah. I was born with an incurable illness, and once my family found out it couldn't be treated, they decided they didn't want me anymore. I spent some years taking whatever work I could find and trying to manage my illness with various medicines. But whenever I had a bad flare-up, I'd be lying in an alleyway for days at a time. It was like that until the director found me one day. She told me I had a great voice and asked if I was interested in studying singing from her. I said yes. She took me under her wing, taught me to both sing and act, helped me find Mora for my meds, took care of me when my condition decided to flare up. I know it was all a huge burden on her. She sounds like a really incredible person. She really was. She gave everything she had to her troupe and the people in it. All of us were so proud to call her our director. I was a lost child too when she found me. As the child of a murderer, my parents weren't around when I was little, so I got sent to an orphanage. The other kids were always picking fights with me. They'd say things like, "Come on, you must be pretty tough if you're the son of a murderer." It was just to taunt me, though. I was an easy target, and they knew it. One day, I got beaten up so bad that I just couldn't take it anymore, so I ran away. I lost all faith in humanity by that point. Thought the whole world was out to get me. Let me guess. Fortunately, the next person you ran into was the director. Yeah. For the first time in my life, I was somewhere I felt safe. And I promised myself I'd stay here until the day the group parted ways. The day you hoped would never come. How times change. Oh, you're finally done? Get your butt over here. There's someone I need to introduce you to. This is our new artistic consultant, Miss Furina. Furina? The Furina? Oh my god, how did you manage to wrangle that? Please, the honor is all mine. I was profoundly moved to hear about your troupe and your wonderful director. I just wanted to do something to help. Same here. Even so, this is just... Oh, wow. I'm sorry. I'll try to calm down. Now, where was I? Ah, yes, the script, of course. Let me give you a rundown of how the story unfolds in my version of the script. I'm sure you're already familiar with the beginning of the story. A little Oceanid decides she wants to become a human, against the wishes of her family. She finds love and friendship in the bustling city. But then, disaster strikes. The people start to notice that all the fresh water in the surrounding area is slowly disappearing. The soil is becoming arid, plants and flowers are withering, and the people begin to panic. The little Oceanid, Cleo, and her lover decide to do something about it, and investigate the truth of the matter together. In the end, they discover that all the waste and pollution created by humans over the years has caused the fresh water to flee the land, as if driven by a consciousness of its own. Consciousness?
You mean the water is sentient? Water as a conscious entity. There's actually quite a few stories that explore this theme. Since the little Oceanid is a water spirit, she immediately understands how the water is feeling. She then tells her lover about her true identity, as well as the truth behind the crisis. Her lover accepts her for who she is, and works with her to find a way to bring the water back. However, unbeknownst to them, there were some people eavesdropping when she revealed her secret. The little Oceanid is accused of being directly responsible for driving the water away, and faces the greatest dilemma of her life. And then? In the end, she makes the brave decision to sacrifice herself to save her lover, and the rest of humanity. Huh? But didn't they all treat Cleo like a villain? Why would she want to save them after that? Well, she mainly wanted to save her lover, plus everyone who'd stood up for her. Through her love for her human partner, she was able to find an even greater love, one that extended to all of humanity. Surely the biggest strength of Cleo's character. There's actually something else that bothers me. You know the protagonist is supposed to represent the director, right? And she never had the chance to become a hero in our world. If we're serious about dedicating this show to her memory, we should make the ending as true to life as possible. What about if the little Oceanid is hounded to death by people who hate her, her lover makes sure her secret never gets out, and humanity continues down the path to extinction? That sounds like too cruel of an ending to me, and perhaps a little irresponsible to present to the audience. That ending would be a perfect mirror to Director Aureli's death, both arbitrary and meaningless. On the day when she went missing, Director Aureli had instructed us all, somewhat out of the blue, to leave the court of Fontaine and wait for her outside the city. We waited and waited at the rendezvous point, but she never came. By the time we returned to the city, she disappeared without a trace. We looked for her. The Gardamex looked for her, but she was nowhere to be found. Increasingly, all the signs seemed to point to her being the latest victim in the serial disappearances case. The director was the kindest soul in the world, yet she was senselessly sacrificed for the sake of a so-called experiment by someone who had nothing to do with her at all. But doesn't the way she suddenly told you to leave the city suggest that maybe she had some sense of what was about to happen? It almost seems as if she was moving you to safety. I've been trying to follow up on that ever since, but all my efforts so far have turned up nothing. Villemont might know something, but he won't open up to me. Villemont? The one who's playing the role of the villain? Yeah. He's been overwhelmed by grief. I think the director's death hit him hardest of all. Grief? Guilt, more like. Also, I have a hard time imagining that anyone took it harder than me. Because, well, speaking of the play being true to life, I was deeply, madly in love with Aurelie. What? You kept that one quiet. It's time to be upfront with you all. No more keeping secrets from each other. We'll never be able to agree on the ending if we can't be honest about how we feel. I did tell her how I felt once, but she turned me down pretty much straight away. She said that we were all like brothers and sisters to her, and she'd never considered us as potential romantic partners. Not that it came as a shock or anything. It was what I was expecting to hear. So I told her I'd always be there for the troupe, and I'd always be there for her. I said, maybe one day in the future, when everyone's settled into their own lives and on the up and up, and managing the troupe no longer required her constant attention, well, maybe then she could reconsider what she really wanted in her life. And now, that day will never come. Oh, Paulo. So if I'm the one writing this ending, then I'm gonna make sure it does right by Aurelie. I won't let anyone get in the way of that. In that case, you have to straighten things out with Villemont once and for all, face to face.
We've all had our differences of opinion over the ending, but those two have never seen eye to eye on anything. One of them has to compromise if we're ever going to reach a final decision. Well, if that's where we're at, looks like it's time to go visit Vilmo. Are you ready to face the truth? Honestly, I'm slightly terrified. But for the sake of our final performance, I'll do whatever it takes. Funny you should ask, though. You really do get what I'm going through right now. I certainly do. Come on, everyone. Allons-y! Блин, просто охренительно. С чего оно бесперебойник теряет, блин. Причем самое смешное, что он говорит, что типа бредятина вообще какая-то. Как он пишет? Power fail, AC failure. Типа из розетки он не может потреблять энергию. Якобы. Главное, блин, постоянно включает этот сраный буст. Нафиг он нужен? Блин, 205, 203 он берет, включает этот буст вольтажа зачем-то до 240. Въебывает. И потом начинает вот это вот рассказывать, что у него проблемы. Блин, конечно. А нахера бустить вольтаж, который и так нормальный? Че за, блин, технологии? Я вот этого не понимаю. Блин, купил себе еще лишнюю проблему на голову. Думал, блин, помогать будет. Я даже не знаю, работает. Будет ли он работать, если электричество выключится. Да. Офигительно. Технологии, конечно. Современные. Радует, конечно. Да, есть звук, микро, все нормально. Я надеюсь, что не будет больше этих приколов, блин. Не придется внезапно прерываться. История, конечно, интересная. Чем это все закончится, непонятно. Но далеко не самое интересное, блин. Вот опять же, вспоминая уровень истории... Первая тут понятно, там так себе было. Вот второй квест рейда. 10 из 10.
Are you sure you Я can все make it to время recognition? только его и вспоминаю, по-моему. Что только его он и запомнился. Как самый офигенный квест. Персонажа. As if this journey wasn't tough enough already without a roadblock. И да подумаешь, какие-то слаймы. Причем гидрослаймы, чтобы... У них иммунитет как раз... Don't worry. We should all be Это fine так, with the Фурины. traveler here. We don't need to take a detour. Wait, why are you all looking at me? You're not seriously expecting me to fight, are you? We're just curious, that's all. I don't think anyone's ever seen Furina in a fight before. Yeah, but don't you remember why? The Hydro Archon willingly gave up all her power so it could be converted into indemnitium. Miss Furina said so herself. Ну, вообще, да, так и Seriously. есть. And I'm not even the Hydro Archon anymore, so all my power is gone anyway. As much as it pains me, unfortunately, I should just stay put. I'm more like a damsel in distress more than anything. That sounded so smug. Ugh, secondhand embarrassment is unbearable. Блять. Блин, я теперь просто, я хер да пройду этого дерьмо. Просто из-за этого говна, блин, который будет мне пищать, блин, над духом тут. Сука, просто... Ну, блядь, ну просто такая тупость. У меня в голове не укладывается, блядь. Он сам себя, блядь, перегружает, этот кусок кала, блядь, ебучий, и потом пищать начинает, блядь. Потому что он выключился, видите ли, блядь, это перегрузки, нахуй. А, теперь он еще и не коннектится с компом, он не показывает вообще никаких данных.
просто сил никаких не хватает на это дерьмо, реально. Я не могу просто, блядь. С этим компом это просто невозможно, блядь, чтобы оно нормально, сука, работало. Все время что-то выебывается. То, блядь, отрыгнет жесткий диск, блядь. То теперь эта хуйня, блядь, которая должна была бы защищать жесткий диск, она сама по себе отрыгивает просто с нихуя. Блядь. Съебало все это дерьмо нахуй в окно выкинуть все, блядь. Больше никогда, блядь, ни в Геншин не заходить, вообще ни в одну игру, блядь. Нахуй выкинуть ком, блядь. Пиздец, блядь. Как оно все заебало. Ах. Блядь, то же самое опять слушать. Ну, блядь, ну... Еще их скипать нельзя, ну че, блядь. Половина диалогов не скипаемая. Я бы сказал на французском, но я не умею. Для этого не нужны божественные силы, неужели не владеешь самообороной? Обязательно над ней еще подшучивать? Так, ну что там, второй стрим за день. Блин, если бы технические неполадки, наверное, не подрубал бы уже второй раз. Но надо опять же проверить, работает ли этот кал или нет. Ну и плюс добить квест Фурины все-таки. Охота посмотреть, что там и как. Включаю музыку, запускаю игру. Вопрос только в том, что будет ли захватываться звук игры. Конечно, интересный вопрос. Бля, вообще просто нет в списке. Конечно, почему-то. Все. Теперь должно все работать. Так. Захватывает, все, звук есть, все работает, все хорошо. Сейчас прям продолжится квест, прям с того места, где я остановился. Я остановился, там мне куда-то идти надо, к какому-то челу, который злодей играет в пьесе. Поэтому да, в принципе, можно и дейлики сейчас было бы сделать, если бы надо было. Посреди квеста остановился. Не в диалоге уже. Бля, насколько тот стрим-то получился? Часа 3 как раз там и было, да, как и положено. Ну, осталось тут буквально 20 минут, наверное, если не меньше. Да ты вы издеваетесь, что ли, сука? Я ж прошел это дерьмо. Алло. О, хрен, ничего не сохранилось. Блин, офигеть просто.
ice and frost. Let the world come alive! Yup! И это все прыгает и прыгает, прыгает и прыгает. Sight clear. Watch and learn. Strike a pose! Access denied. А можно они хотя бы секунду не будут прыгать? Come at me. Не, и так команда слабая, блин, они еще постоянно убегают от меня. Sight clear. Bravo! Good show! You certainly live up to your reputation. Yeah, thank you. Anyway, the path is cleared now, so onwards and upwards. Блин, главное, вот здесь нет чекпоинта, что ли, сохранения, потому что я же ведь, блин, прошел этот момент. У меня как раз вот это было, продолжайте идти к этому челу. Ладно. Настроение, конечно, испорчено. Кстати, он сейчас просто ради интереса. Он же сейчас... Да, он все тем же занимается, херней страдает. Зачем-то вырисовывает 240... Сколько? 243... 241, окей. Но все равно 240, это, блин, пиздец-то хрена. Huh? Oh, it's you guys. Wait, what's Lady Furina doing here? На всей технике же пишет всегда 210, 230, а тут 240, на тебе нахер. Херов, блин, стабилизатор. Ладно. I can explain. We've been rounding up the whole troop. We now have everyone except you. Дельфи рассказывает, видимо, обо всем You произошедшем. think knowing the truth about the director's disappearance will help you write an ending to the script that pleases everyone? Ну, в I этом care идея. just as much as everyone else about making the Little Oceanid a success. That's why I wanted to wait until after the show. If I open this can of worms now, I just don't want to make things difficult between us. We're supposed to be a unit when we're on stage. Viamont, avoiding the truth will not help anyone. Unless you mean to suggest that Aurelie's death had something to do with you. I don't want to talk about it. Listen, Viamont. I used to think that my love for Aurelie was a point of shame. I never brought it up to anyone. But now, I've made up my mind to put it all on the table. I'm prepared to face everything, to sacrifice everything for the sake of the show. The Little Oceanid cannot be complete unless we do justice to Aurelie on an emotional level. This is why people think of you as not being the smart one. As you all know already, the troupe was kept afloat not from ticket sales, but donations from the audience. Of course, that was nowhere near enough. We took on side jobs when we weren't performing, but even then, the troupe's financial situation was pretty dire. So, anyway, one day after a show, a merchant came to me and offered us a huge sponsorship. In return, we just had to provide the audience with their drinks during performances. It seemed like a win-win, so I said yes to it on the spot without consulting the director. It was only when the merchant came to deliver the goods that I realized the drink in question was synth. Isn't that the drink peddled by the culprit behind the serial disappearances case? Сколько помню, он вызывает состояние эйфории, но при этом он наносит существенный вред организму. I freaked out when I saw the boxes. And I told the director everything right away. She was completely shocked as well. But she didn't reprimand me for making the decision without consulting her. Instead,
She contacted the merchant and stated that the troupe could not agree to this collaboration. The merchant was furious, berated us for going back on our word, and threatened to sue us for damages. The amount was astronomical. There was no way we'd be able to pay. And then? I was going to sort it on my own, but the director stopped me. She said that this was an issue for the whole troupe and it wasn't my fault. But things only got worse from there. The synth merchant just wouldn't let up, and then suddenly the director told us all to leave the city one day. I knew then that things must have reached a boiling point. I admit this whole thing was my mistake. I didn't dare to tell any of you the truth back then, and after the director disappeared, I was even more afraid to say anything. Этот инцидент привлек внимание торговца. Руководительница труппы. I got Aurelie killed. There, I said it. Happy now? Hey, don't say that. You traitor! You knew Aurelie was in danger. Why in God's name didn't you tell us? What do you mean, you were afraid? This was a life-and-death situation. We could have saved her! Как вы ее спасли, блин. Please, try not to get too worked up. Yeah, listen to him. You need to stay calm. Stay calm? Блин, How какие же не все stay вокруг calm? бесполезны. This guy got Aurelie murdered! She was the love of my life! And he has the gall to try and high-road us, claiming that he kept his mouth shut for the sake of the show! How about taking some responsibility for what he's done? All I can say is I'm sorry. Truly. I wanted to apologize to everyone in the troupe, but that won't bring back the director. What good is my apology now? I'm just a coward who made an awful, terrible mistake that I can never take back. Beat me up if you want. Kill me if you prefer. It's what I deserve. End my life. So I can meet the director and apologize to her in person. Get out of my sight! Go! Get lost! Охеренный план просто. To see your face again! That's enough! You've screamed and shouted at each other for long enough. Now pipe down, both of you! Can you stop conflating the show on stage with your real-life relationships in the troupe? You keep saying that you want to use this final performance to pay tribute to your director and celebrate her life. How can you do that if you're just using it as an excuse to vent your own emotions? You're right. I'm sorry. On stage, the lead role is the focal point of the audience's attention. And you're all used to seeing the director as the heart of the troupe. But in her own life, her greatest desire wasn't to be the center of attention. I can tell how much she loved you all, and how much she loved the troupe. What she wanted was to build a warm home for all of her brothers and sisters. To shield you all from the storms that rage in the world outside. That's how you should remember her. And that's what you should be celebrating. I understand why you're trying to make her the hero of the story, but isn't she your hero already? After everything she did for you? Yeah. So think hard about what that means. And then think again about what you hope to achieve by arguing with each other. If you really hate each other and can't reconcile your differences, then you could just call it quits now. Why bother with the final performance if the group is already fractured? But you can't bring yourself to do that, can you? You care too much about Director Aurelie and the home she built you all to let go. What are you laughing at? I don't see what's so funny. Sorry, I didn't mean it that way. It's just that, for a moment there, it felt like our director was back with us again. If she'd seen Paulo and Villemont at each other's throats like that, she would have scolded them exactly like you did, in that same stern voice. Really? But she sounded like such a gentle person. Of course she was. Even her harshest lectures came from a place of kindness, and it showed.
She really was a truly outstanding person. What you said, it really puts everything into perspective. I'm truly sorry. I really meant for this to be a genuine apology, but I ended up making it all about me and my self-pity. It's all right. Let's save all this for after the performance. So, the ending. What are we gonna do about it? Clearly, everyone needs to take a step back for now and reflect on what really matters. When emotions are running high, things get lost in the fray. The end of the story needs to focus back on O'Reilly herself. She's the true star of the show. Возможно, удастся узнать больше о ее судьбе. What do you mean? The Traveler is right. You once investigated that underwater synth base and recovered items belonging to the victims. If you could find anything that O'Reilly left behind, perhaps we can get a better sense of what she went through in her final days. You really think that's possible? I trust that nobody would object to the ending of the story being based on O'Reilly's true feelings. No. Well, we'll leave this in your capable hands. Come, Вот это поворот. let's pay a visit to the Palais Marmonia. The rest of you, head back to the rehearsal location for now and wait for our good news. Да, новое письмо. Ежедневные отметки. Так. Ну идем, там улики, видимо, да, надо пересмотреть еще раз. Я думал, они на этом и закончат, так все прям рассказывали. Все помирились, все хорошо. Мне надо еще, короче, походить, что-то посмотреть. You want to review some recovered items connected to victims of the serial disappearances case? But, that case has been closed for quite a while now. Still, since you were the ones who discovered and submitted the evidence in the first place, you don't actually have to submit an application. Okay, please hold on. I'll have someone dig them out. So, this is all O'Reilly left behind. Just whatever she was carrying on her person and this tattered old notebook. Hey! It's full of script lines! And sketches too! Looks like they show where the different props should be placed on stage. Let me take a look. Maybe there's something in here from after she was kidnapped. Aha! I found something. To whoever discovers this diary. Let's see. Looks like she kept a detailed record of her captor's actions. She even mentions the truth behind the experiments on dissolving young women. If we'd had the chance to examine this notebook carefully back then, it would have been a conclusive piece of evidence proving Vacher's guilt. Vacher took so many lives. It's still so unthinkable how many victims he had. I guess O'Reilly must have written all of this down in the hope that her records would one day be of use to investigators. Wait, it cuts off. Блин, забавно еще на самом деле. Внезапно еще одна улика обнаруживается, которой не было до этого, да. Ладно. Her handwriting here gets patchier and more illegible by the line. She probably didn't have much strength left. Her final words are... I'll let you read them for yourselves. Еще одну девушку забрали. Уже 6-ю по счету. Или 7-ю. Вчера она пыталась сбежать, но безуспешно. Больше мы ее не видели. Может, это было и не вчера. Я уже потеряла счет часам и дням. Не знаю, есть ли смысл продолжать писать. Не знаю, как долго вообще смогу писать. Я уже вижу свою участь, но еще страшнее. Что я видела? Чего? Что я видела других членов труппы. Смогла ли я их защитить? Не могу. Больше не могу писать.
Мне кажется, жар, желудок снова болит, но никто не дает мне лекарств. Грейси всю ночь не могла уснуть из-за боли. Мне еще не так плохо, как ей. Ценность материала. Важно только, чтобы материал исследования был использован до того, как тот умрет. Здесь так сыро. Я отдала ей свое одеяло. Как же холодно, нужно держаться, все пройдет. За старание всегда полагается награда. Я люблю им это говорить, но я больше не могу держаться. Если кто-то это прочитает, трупа обезопасить. Я не очень важно. Пожалуйста, прощай, прости. Жизнь, спектакль, будущее, сожалею, Кливо. На этой странице ничего не разобрать. Среди беспорядочных каракулей с трудом удается прочесть отдельные слова. С этой страницы дневниковая запись обрывается. Теперь на их месте слова песен из мюзиклов. Одни вырезаны из газет, другие написаны от руки. Видно, что в записях много исправлений. Страницы часто перелистывали. Вероятно, эти записи принадлежали Релли, главе театральной труппы. She was so terrified. Не видела, как прямо у нее на глазах девушка растворилась. Дальше она молча ждала своей смерти. She was only human. I can't bear to think how painful and lonely her final days must have been. Wait. This part on the last page. Она никогда не была человеком, если что, она океанидом была всегда. Странные какие-то ассоциации. Люди не забываешь. Ладно. Все жители Фонтейна были же океанидами. До прохождения мейн-квеста они не были людьми. Поэтому они и растворялись, они возвращались в свою форму океанид. В водицу превращались. Остальные страницы также исписаны строками из мюзикла, но одна из страниц была вырвана, сложена несколько раз и прикреплена к последней пустой странице. В самом низу Релли дописала несколько строк, они написаны чуть-чуть других. Можно вообразить, сколько сил и времени стоили автора эти строки. Если ты станешь человеком, ты никому не сможешь открыть свою тайну. Тебя ждут страдания и одиночество. Ты правда этого хочешь? Да, потому что я для них старшая сестра. Я люблю их. Вот это как раз финал пьесы таким должен быть, да? Как раз из пьесы слова. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this still what you want? Isn't that the most important line in the Little Oceanid? Because I am an older sister to them. Oh. So she didn't regret her decision. Even as she sat in silence, waiting for death to come. I'm sure this is what the troupe would have hoped to hear as well. She had their utmost trust, admiration, and love, and she truly deserved it. Let's go. It's time for them to learn Director O'Reilly's final thoughts. Блин, мне ее голос в квесте гораздо больше нравится, чем во всех до этого квестах, где она строила из себя не пойми чё. Гораздо более приятно разговаривать. Что в тетрадь кто-то молчит, не знаю, что сказать, горько плачет, кто-то скрежет зубами, его этот ярость. Не скоро трупа отказываться в состоянии спокойно собраться и подумать над решением. If that's the only way to convey to the audience the courage and selflessness that she showed in the face of death, then it's a meaningful way to end the story. Even in the last moments of her life, she was still leaving a trail for others to follow.
She did her best to protect as many people as possible, even if it meant sacrificing herself. We know what choice our little Oceanid would have made now. I don't think any more discussion is necessary. Well, Vilmont, if we put the past aside for now, do you think you can bring yourself to go ahead with the show? I will channel all my regret and put it into my performance, to make this a show worthy of our director. I won't ask for your forgiveness, and you don't need to worry about my feelings. This final farewell show should be about Director Aurelie and her alone. Then it seems like we've reached a consensus. I have a feeling that this will turn out to be the most mesmerizing performance of your lives. Really? How can you be so sure when you've never even seen them perform before? Don't underestimate my experience. After watching a countless number of musicals, I've learned one important thing. If you want to move the audience with your music, you must fully commit and immerse yourself in your role, pouring all your emotion into your performance. And aren't human emotions, love, hate, regret, and hope, just the most mesmerizing things in this world? I don't believe anybody could be more committed to bringing this story to life on the stage than they are now. Thank you for the vote of confidence, Miss Furina. And thank you for supporting us through all this. Then, let's not delay things any longer. We need to discuss the details of the ending and get it nailed down once and for all. Actually, before that, I'd like to make a proposal. During the curtain call, please allow me to use the director's name instead of my own. Huh? But then... After all, this role was originally meant to be played by the director. I'm just filling in for her. Besides, a role commemorating her life should be associated with her name. Well, if you're sure you're okay with that, I have no objection to it. Now we're talking like a serious acting troupe. All right, I'll leave you to fine-tune your musical while I go and procure a stage. Procure a stage? Oh, it's okay. Our usual place doesn't need a reservation. That place? Oh, don't be silly. For an extraordinary show, we need an extraordinary stage. By which I, of course, mean... Неплохо она придумала. Whoa, wait, what? No, that's never going to work. It's far too fancy for the likes of us. What are you afraid of? Surely you don't think that Aurelie's story is unworthy of the grandest stage in Fontaine? No, that's not what I meant. It is supposed to be your grand finale, right? Все или ничего. I have no problem with it then. How about the rest of you? I'll take your silence as a yes. Thank you for giving us this opportunity. It really is a dream come true. Well, then don't disappoint me. If you mess this up, it'll reflect poorly on me too. Come on. We'll need to get the go-ahead from Nerilette. I know just where to find him. У себя в кабинете он наверняка, как всегда. Уж у меня есть тайна, покрытая мраком. First Miss Furina, now the opera epiclese? If only the director was still with us. Если бы она была с вами, вы бы не выступали там. No point in dwelling on that now. We have a lot of work to do. Yeah, you're... Кажется, они все офигели от этого. Best of luck to you. During the final scene, maybe we should stop the music just before Cleo takes the stage?
Блин, такое странное это имя Клио. Мне вообще-то всегда это вспоминается. Это странное это Рено, который странно выглядит. Рено Клио было такое. Ну, хотя и сейчас, по-моему, есть, не знаю, выпускают его сейчас или нет. Hey, look at that. Looks like I guessed right. You were just guessing? Откуда б ей знать? I knew you'd be here. Она же просто человек. It has been a while, Miss Furina. And you too, traveler in Paimon. What might I assist you with today? Да, очень давно не I booked виделись. the opera epiclese for an event. You see... Рассказали сюжет, I предысторию understand. мюзикл. The process for booking the opera epiclese is complex and can be somewhat cumbersome. But given that the request is coming from the three of you, I see no reason to make things unduly difficult. The story of the little Oceanid is most fascinating. I'm looking forward to seeing it performed on stage. I will say, however, that I am surprised to see your passion for the performing arts rekindled after all that has happened. Huh? What do you mean? Do I look excited? Yes, and this is the first time that I've seen you like this since your departure from deityhood. At first, I just felt bad about rejecting them. So I wanted to learn a little bit more about their situation. But one thing led to another, and... well, here we are. In the past, we sat in our high chairs in the court, giving our opinions on isolated cases, all while knowing very little about the human stories behind each and every one. Maybe it's because I finally become an ordinary person and gained my freedom, but I've developed a great sense of curiosity about their lives. I am truly delighted to see you find a new lease on life. Now that you've regained some confidence, have you had any thoughts regarding a return to the stage? Why would you suddenly ask a question like that? Well, if the Little Oceanid turns out to be a great success, it will no doubt become a classic. Many theater companies are certain to add it to their repertoire. The experiences and decisions of the protagonist Cleo are all modeled after your own. Naturally, this makes you eminently suited to playing the leading role. It would truly be a shame if you did not take this opportunity to allow audiences to enjoy your outstanding acting talents once more. Haven't I already made myself clear? I won't act or perform in any role ever again. No exceptions. Nor do I think it is any great shame. There is no lack of fine actors or inspirational stories, either on or off the stage. This experience is a case in point. I feel like I've learned a lot, and it has already been well worth the price of admission. I must admit, though, I'm a little envious. They're quite fortunate to be able to bid farewell to their past in such a magnificent manner. I see. Well, I'm glad to learn that you have found a role to play that you enjoy, be it on the stage or not. I sincerely hope the show will serve as the grandest of finales. I will have my staff book the date and mail the relevant paperwork to the troupe once the details are confirmed. Thanks, Nervalette. You are very welcome. Many people were once enthralled by Lady Furina's performances, myself included. I hope that one day she'll be able to understand that our appreciation was always sincere. Блин, еще бы. 500 лет играть роль одну и ту же. Охренеть просто. Еще бы она не была хорошей актрисой. Жесть просто. Страшно представить такую фигню вообще. Как одна рабочая смена длиной в 500 лет. Жесть. Там, кстати, кто-то посчитал, что по цифрам, там в этом Архонт-квесте, там типа 182 736 акт или что-то типа того. Кто-то там перевел это все эти акты в дни, и получается ровно 499 с чем-то там лет. Короче, такая вот забавная математика. То есть там не просто так эта цифра была еще указана.
news, everyone. It's done. The opera epiclese is booked. Thanks to my eloquent and impassioned speech, Monsieur Neuvillette was moved to provide us with a fitting stage for this special performance. We've had to fight every step of the way for this opportunity, but we now have all of the ingredients necessary to stage a truly spectacular performance. A touching story, a magnificent venue, and last but not least, a passionate and dedicated cast. Now, let's work together and make this show the best it can be. This is truly wonderful. The sooner we can finalize the ending, the more time we'll have to rehearse. Fiumali and I just went over some parts of the script and tweaked a few things. I think it's really going to resonate with the audience now. Wow, you two had a constructive conversation? That's great! Communication is vital to any good performance. Look at us. We've come so far. Быстро они помирились. Never could have pictured Такое this только в scene a few сказках days бывает. ago. It's amazing! Even though Furina's still being a bit of a drama queen about it all, she's really fired everyone up! Терпится увидеть, что получится. Please feel free to give us any comments or suggestions you have. We really value your input. Hey, Loic, get over here. Time to practice the opening number. Репетиции, да? Пойман отчитывает, чё? Cursed Cleo. She stole the waters of life from us. She's a fraud, and she must pay for her crimes. This has nothing to do with her. The ignorance and hatred of our people is to blame. How can we hope to win back the water's favor if we don't change our ways? This guy could be useful. Take him hostage. If Cleo wants him back, she'll have to show herself. Leave this place, oh little Oceanid, and never, ever look back! Everyone's really throwing themselves into their roles. I haven't seen such a Сейчас fine Фурине придется на performance in a сцену long выйти. time. Ей плохо стало, этой актрисе. If only. What should we do? It's almost time for her to take the stage! Why? Why does it have to be now? Hey, what's going on? You're due on stage any second now. Oh no, not again. But why? What about your new meds? Did they stop working? They've been getting less and less effective over time. I've had to keep increasing my dose. What? I thought they cure it. So they were only managing your symptoms? I figured whatever it took to get me through this final performance. How could you do this to yourself? And after that lecture you gave me about not looking after my health. I'm sorry. I've let everyone down. You... This is a conversation for another time. How can the show go on without its star performer? Miss Furina, I'd like to make a request of you. Say no more. If you're sick, you need to rest. I know what you're going to ask. Loic, your character has no more scenes, correct? Oh, yeah. I think my scenes are all done. Although, I do have one more line. But I guess another guy in the troupe with a similar voice register could take it. Why? Please take Delphi back to her place to rest. I'll sing the finale. From the sublime to the ridiculous. After all that, everything's come full circle. Thank you, Miss Furina. I'm so sorry to put you in this position after everything you said. Never mind. What's done is done. It's really my own fault for getting in too deep. No one likes regrets, myself included. Leave it to me.
I've watched you rehearse so many times that I've learned Cleo's part by heart. I do not doubt your acting skills, but please allow me to ask just one more question. After all, this show is dedicated to the life and legacy of our director. What, in your opinion, is the reason Cleo shines so brightly? It's her pure heart. Despite all the pain and loneliness she had to endure, she never once stopped believing in the beauty in this world. Well said. I leave Director O'Reilly in your hands. Ну, хоть переоденется, нет? Ну, конечно же, нет. Никто не рисовал другую модельку. Is she here yet? When will she get here? She's not coming! You're wrong. She's here. Si je pouvais vivre dans l'eau, le monde serait-il plus beau? Me pardonneras-tu, ô chère mère? L'eau dans son courant fait danser nos vies, et la cité elle nourrit, ainsi que toi, mon doux amour. But what about your wish? My wish. If you become human, you can reveal your secret to no one. You will face suffering and loneliness. Is this truly what you want? Le grand amour ne suffit pas, seul un adieu fleurira. C'est notre histoire de vie, douce et amère. Je suis, serai toujours là, à voir le monde et sa beauté, et ça ne changera jamais, jamais. Красиво, конечно. Пьеса. Красиво. Арт. Песня офигенная. Is it just me? Or was that Lady Furina on the stage just now? She hasn't been seen for a while now, and she just appears out of nowhere? Gotta say, though, her acting skills are as superb as ever. The little Oceanid, Cleo, played by Aurélie Fumont. Wait, that's not her name. What's going on? I don't know, maybe it's just a doppelganger. I've spent a lot of time out of the spotlight, and they didn't use my name during the curtain call either. Hopefully, not too many people recognized me. It's too bad that I had to break the one clear rule I'd managed to make for myself, even if I had no choice. Still, I have to admit that, despite everything,
It felt good to be back on the stage again. Finally, we would like to give a special thanks to our artistic consultant and event coordinator, Miss Furina. Hey, that's not what we agreed on. Oh, so it was Furina after all. She's back. Honestly, what is he doing? He should have run that by me first. All right, calm down. Don't be mad. This was a group decision. We just didn't want your contributions to go unacknowledged. After all, it's been the rule in Fontaine since ancient times that everyone's work, visible or invisible, is equally deserving of recognition. Yes, I know the rule, but it should still be applied on a case-by-case basis. I wasn't ready for this yet. It's no big deal. What's the worst that could happen? Здесь забавно, что она же во время этой как раз кат-сцены и получила, получается, вижен. Ну откуда? Как? Почему? Это же, ну... Этот глаз Бога же получает за какие-то стремления. Не совсем понятно. Откуда оно взялось? В крайнем случае могут попросить дать несколько автографов. Yeah? Well, since you think it's so easy, you can sign them for me. This is a great chat and all, but can we talk about that crazy thing that happened during the show? It nearly gave Paimon a heart attack. Странным явлением. Paimon flew over to where she was supposed to be and was about to drop the prop vision, and then suddenly, a real one popped out of thin air! Oh, that. I've got no idea what happened there either. But hey, it worked pretty well, didn't it? I'll bet the audience has never seen such a realistic prop. Wait, what about Dolphy? I wonder how she's doing. Oh, let's go check on her as soon as we finish clearing the stage. Yes. Plus, she'll definitely want to hear how the end of the show went. If nothing else, we can safely say that we accomplished what we set out to do. Здесь просто во время выступления из ниоткуда появился глаз Бога для Фурины. Замечательно. Это ей вместо цветов, короче, подарили просто за выступление. Блин, странно, конечно. Ну ладно, лорные эксперты на ютубе объяснят все, я думаю. Я посмотрю видос обязательно какой-нибудь про это. Хотя я вчера что-то смотрел какой-то видос, только там я ни хрена не понял. Пытался автор этим видосом сказать. Как раз про Vision и прочее. Все равно непонятно, откуда они берутся и кто их выдает. Но вроде как их выдают по согласованию с Селестией этой. И каждый, кто получает... да, все, я вспомнил, что там пытался автор рассказать, что каждый, кто получает этот как раз Vision, он в том числе и какие-то обязанности получает. И выполняя эти обязанности, он помогает восстанавливать силу Селестии или что-то типа того. Силу узурпатора первого или что-то. Короче, такая история. Сложно все. Лор. You're back. She's doing okay. Her condition stabilized after taking some of her original medication. From experience, though, I'd say she still needs a few more days of rest. How did the performance go? Was it a success? Did the audience like it? You'll be glad to know it was fantastic! Also, you're not gonna believe what happened while Furina was on the stage. You'll probably be able to read all about it in the Steambird first thing tomorrow morning. That's wonderful. I'm so sorry I failed to see it through to the end. I guess I was wrong to try and tough it out to begin with. No, don't worry about it. Like they told me after announcing my name during the curtain call, everyone's work deserves recognition. Even though you couldn't see it through to the final scene,
The audience was very impressed by your performance. It's safe to say that you made your mark on this memorial show. Well, one way or another, we did it. I've had bad luck ever since I was born, so I never expect things to go smoothly in life. I'm just happy to know that we went out on a high note. That's all that matters. Blaming your bad luck again, are we? Maybe if you didn't push yourself past your limits so much, your illness wouldn't be flaring up all the time. Oh, don't you start. I don't have the energy to argue with you right now. Aw, you two clearly care a lot about each other. I don't know what you're talking about. You mean we never stop arguing with each other? Еще одна такая парочка, блин, как в этом. So, any plans for the next step? Ладно. After the brilliant performance you put on, the reputation of your troupe is sure to spread through Fontaine like wildfire. You won't have to disband if you don't want to. You could capitalize on the rave reviews and license out the Little Oceanid to the bigger theater troupes out there. That would do wonders for your financial situation. No, we should still disband. Yeah, it's what we all agreed to. After all that's happened, I should give you guys some space. But maybe our paths will cross again one day. Hey, don't just walk off! I still want to keep performing, so I might join another troupe. After watching Miss Furina's performance, I think I'm starting to understand our director's infatuation with musicals. You should do it. It suits you. I'd originally hoped to keep performing too, but I don't know if my health will allow me to. Oh, so now you finally got your priorities in order. I guess I'll hold off until you've properly recovered as well. What about you, Miss Furina? Any future plans? Well, frankly, I think a return to obscurity is no longer an option for me. I'm sure a slew of consultancy requests will hound me wherever I go, until I finally acquiesce. You rather sealed my fate there with your special thanks at the end of the show. Sorry. It's quite all right. No need to apologize. What I meant to say is that this whole experience has shown me that perhaps I'm not as averse to a return to the stage as I'd previously imagined. Maybe Nervillette was right. Maybe Cleo is the right role for me. I still don't wish to pretend to be someone else, but I do have a desire to express myself. So, maybe the show will go on for me after all. Делай то, что кажется тебе правильным. There was once a time when I was an actress in a masquerade, seeking only to hide the truth. But from now on, I want to spend my time learning real stories about real people and how they touch the lives of others around them. I want to watch them blossom and wither, see them refined on the page, retold on the stage, and remembered long into the future. I'm sure this is what captivated director O'Reilly as well. Sounds like you're ready to stop running from your true calling. The more you get out into the world, the more you'll discover what a fascinating place it is. В следующий раз я приглашу тебя присоединиться ко мне. Then it's a deal. If a vision is a gift from the gods, then I should do my best to honor it. Так, погодите. Надо посмотреть о персонаже. Глаз бога, да, теперь написано. Без вопросиков. Теперь уже без вопросиков. Действительно, глаз бога. 13 октября, кстати, у него день рождения. Чуть меньше, чем через год. На месяц.
Короче, через 11 месяцев у него день рождения. Хотя сегодня 15, да, вроде. Ну ладно, забавно. Архонт, блин. Ну это, конечно, вообще поворот сюжета внезапный. Блин, Архонт, да, Архонт. С глазом бога, блин, вместо сердца бога. Блин, как у всех остальных архонтов-то. Ну, сердце бога. Где-то Нахида. Нет, что же. Рядом как раз тоже сердце бога. И Фурина, блин, глаз бога. Никто ж не поверит, что она архонт. Просто после такого. Кстати, у Нахиды уж вообще нету вижена, да. У Райден тоже нет. У нее просто эмблемы вот эти. На остальных архонтов у меня, естественно, не крутил. Может быть, когда-нибудь до этого дойду, но... Забавно, что первый раз она появлялась в катсцене, я еще пересмотрел записи. Она появлялась именно в белом вот этом вот наряде с длинными волосами. Первый раз она появлялась. А вот в этой истории она прям в черном. У нее короткие волосы здесь. Вообще забавно. Кстати, у меня же разблокировалось там это подмигивание. Кстати, такое оно нелепое вообще, жесть. Две Фурины просто. Найди 10 отличий. It's ironic to think that in my whole time as a god, I could only ever dream of receiving this kind of power. And now that the gods have given me their blessing, it actually feels more like I'm finally able to take my fate in my own hands. Is that how humans feel about it as well? Вообще непонятно на самом деле, если действительно, блин, выдача этих глаз бога согласовывается с Селестией. Как они вообще это допустили, если... Ну хотя они не знают, наверное, просто о том, что их обманули, да, типа. И Фурина-то выполнила свою роль до конца. Но, блин, ну, просто с другой стороны, допустим, да, если она свою роль сыграла и все хорошо. Блин, все равно, как они допустили, что Фурине выдали Вижн? Вот это непонятно. Вообще ничего не сходится в этом плане. То есть она должна быть для них, типа, предателем. Номер один вообще. Если она участвовала в обмане Гидра Архонта как раз, то есть... Не знаю. Очень непонятно, как это вообще все вяжется в одно единое. Слишком это все запутали, конечно. С этими виженами. Дмозисами этими. It might turn out to be too little, too late for me. But still, this has been the experience of a lifetime. Но самое интересное, что это не первый персонаж, который на наших глазах получает Вижн. Now that the buzz is worn off, I feel ready to pass out. I'm just finishing packing up. As soon as I'm done, I've got an interview with the Steam Bird to get to. Thanks to all your help, this show was more perfect than we ever could have hoped for. But most of all, I want to thank you for giving me the chance to finally say farewell to Aurelie.
I mean, of course I have some regrets, but There'll be plenty of opportunities in the future for us to tell the stories that we want on stage. Ну и все. It's ironic, and now that the god is... Не, прикольная история на самом деле. Мне понравилось. Блин, мне интересно, а как мне все-таки протестить эту фигню? Будет она сейчас пищать, вырубаться, перегреваться, или что она там делала, блин? Непонятно. В тот раз она после... Не, самое смешное, что я аж до этого в Геншин играл и стримил. По 5, один стрим даже почти 6 часов был. То есть там один стрим около 5 часов был, другой стрим был около 6 часов был. И эта херня не ругалась, не перегревалась, не пищала, не вырубалась. Ничего, все было нормально, работало. Я был уверен, что уже все нормально. Сегодня опять эта херня начала пищать. Непонятно. Где гарантия, что через неделю она опять не начнет? Ладно, короче, я хер знает. Просто я и мое везение. В принципе, ладно. Всегда на крайний случай есть YouTube для решения любых проблем. Там даже можно... Блин, это забавно, что на YouTube вообще разборку чего угодно можно найти. Вот любой прибор, который существует, на YouTube уже есть видео, как его разобрали и починили. Это просто... Не знаю, это как аксиома Ютуба просто-напросто. Хотя, по идее, по гарантии, я сомневаюсь, что там гарантия что-то мне скажет. Скорее всего, проблема именно в том, что он изначально не рассчитан на то, что у него заявлено. То есть там физических повреждений каких-то нету. Гарантия ничего не скажет. Класс. Класс. Классно работает. Блин, видели, да? Видели, что случилось? Я был в воздухе, но я получил урон. Потому что на самом деле я не был в воздухе. Рассинхрон такой, как будто пинг 3000, блин. Блин, на ютубе видел видос. Смешной мем. Как спасти гидроархонта. Приготовить яичницу. Вы что, прикалываетесь, что ли, сука? Ой. Ладно. Давайте смолу. Да блин. Хотел пробежаться, артефакты собрать. Еще сегодня не бегал. Не знаю, можно пойти в Майнкрафт поиграть, на самом деле. Хотя, блин, настроения нет ни хрена вообще, на самом деле. С этими техническими неполадками, блин. Меня единственное, что заставило сейчас и подрубить, и вообще это
То, что был не закончен квест. Хотелось все-таки увидеть финал истории. Ну, записать, я потом, наверное, запись опять склею в одну. Выложу как 4-часовую запись, или сколько там будет. Из 2 стримов. Правда, наверное, опять через неделю. Пока я соберусь, блин. Twitch такой, блин, медленный. Это просто жесть в плане того, что когда ты нажимаешь кнопку, ну, типа, загрузить запись с Твича. Именно не на YouTube напрямую, а когда себе качаешь запись, то он прям 1,5 часа как будто компилирует этот видос. То есть реально там минут 15 можно ждать, пока у тебя диалоговое окно с сохранением откроется. Очень странная эта история. И оно же лежит у вас на сервере. То есть в любой момент можно зайти на Twitch и нажать кнопку типа play и смотреть запись. Но когда ты пытаешься скачать эту запись, Twitch начинает ее компилировать. Непонятно во что, непонятно. Ну, короче. Как будто там лежит в каком-то, я не знаю, в каком формате вообще оно на серверах Твича. Что типа только их плеер может его распознать, этот формат. Да, может оно так и есть на самом деле, потому что я помню, что не знаю как сейчас, но раньше стрим можно было смотреть нормально, но записи почему-то лагали. Ну, то есть не могло оно прогрузиться почему-то. То есть сам плеер этот лагал. Как будто у тебя интернет медленный. При этом, говорю, в прямой эфир можно смотреть было спокойно. Странная, короче, эта история тоже. Забавно, что у Ютуба никогда таких проблем не было. У Ютуба, наверное, сервера помощнее будут. Хотя, после покупки Амазоном можно было предположить, что у Твича будут сервера не хуже. Сколько лет назад уже был продан Twitch Амазону. Ладно. Такое. Не знаю технических там подробностей всех. Ну и опять же, в программировании я не силен. Что-то там какие-то выводы делать. Но весьма странно все выглядит. Еще вся эта ситуация с этим бесперебойником мне что-то напоминает. Когда-то у меня был блок питания такой офигительный китайский, который даже 300 ватт не держал. И, походу я из такого же разряда себе бесперебойник взял, просто который не выдает заявленную мощность. Ну, так бывает, в принципе, когда кажется, что можно сэкономить, на самом деле нельзя экономить. Ну, вообще я его брал просто для того, чтобы протестировать вообще, что это за приблуда, как она работает. Теперь оказывается, что там чуть ли не на 500 ватт его надо было брать, да.
Ну, короче, как и с блоками питания тоже. Та же самая история, что, блин, да, даже для офисного какого-то ПК лучше взять 500 ватт, чем, блин, какой-нибудь каловый 300-ваттник дешевый. Потому что, видимо, цифры заявлены, они немножко не совпадают с цифрами. Фактическими. Да, кстати, надо команду менять, а то медленно эта команда бегает. Я эту команду достал чисто для того, чтобы этот поручение выполнить это. Ну, под дружбу. Блин, как же все-таки Геншин не любит ОБС, я вот заметил. Постоянно эти просадки эпосов рандомные. Именно из-за ОБС. Тоже 100%. Из-за захвата игры. Ну, был бы я популярным стримером, конечно, был бы отдельный стриминг ПК с картой захвата нормально. Там бы уже не было таких проблем с софтовым захватом. К сожалению, я не настолько интересный стример. Жаль. Блин, все равно, говорю, ни хрена непонятно. Я все-таки думал, будет какой-то ответ на то, откуда у Фурины Vision. Но, походу, еще реально полгода ждать, когда выйдет еще какой-то дополнительный квест про Фурину 2. А может, никогда и не выйдет. Может, окажется, что у Фурины плохие продажи, и они не захотят никаких квестов больше про нее делать. Кто знает. Ну, забавно, что из всех персонажей второй квест, ну, у архонтов есть. И, блин, просто ни с того ни с сего у Йоими. Просто что? Как? Почему? Я, короче, так и не понял этого прикола. Типа, у нее маленькие продажи всегда были, и они решили таким образом ее забустить. Или что? В чем дело-то? Ну, потому что там реально, ну, второй есть сюжетный квест, это просто тупо еще одно свидание с путешественником. Ну, то есть ничего особенного в нем не было. Если вот у Райден, например, второй квест это как раз сюжетный, который раскрывает некоторые подробности истории Назумы, то этот квест Йоими, когда она приехала в Сумеру отдыхать. С путешественником смотрела на звезды. Клево. Вот. Да. Не сильно понял. Ну, как бы, спокойная история обошлась бы без этого квеста. Она не раскрывает ничего сюжетного, по сути. Никаким образом не взаимодействует с историей мира, да. Хотя там про что там было вообще? Про какого-то плесника, что ли? Который не плесень. Что там вообще было? Я уже забыл, реально. Там вообще какая-то дичь была.
Вообще ничего. Я еще смеялся, по-моему, как раз с того, что был этот квест Кариберт. Про то, что хиличурлы на самом деле хорошие ребята. И потом еще как раз этот квест был про то, что плесенники хорошие ребята. Я помню. И вот этот момент я запомнил, что я с этого смеялся. А что там за история вообще была? Я уже не вспомню. Ну понятно, я помню финальную сценку рисованную. Ну, там не рисовано, там именно как ингейм не. Как? Движки игры. Рендер. Короче, типичная катсцена. Are you kidding me? This is even colder than the nights in the desert. Блин, кстати, в сообществе как раз Геншина все больше и больше общего находят с Клариндой, Деей и я и Мика даже забавно, что записалась во всю эту компашку. В плане того, что они выходили очень поздно, ну, в патчах. То есть, опять же, у нас уже патч 4.3, а про Кларинду вообще ничего не слышно, когда она выйдет и так далее. Ну, понятно, следующая Нави уже официально. 4.4 непонятно. Ну, то есть, ни слухов нет, кто там будет, что там будет, вообще непонятно. Какие там будут персонажи. И опять же, там Кларинда чуть ли не в 4.7 выйдет по итогу. С этим всем. Ну и, короче, в чем суть? Что они поздно выходят, и потом они раскрываются благодаря каким-то вот следующим персонажам, да, то есть какой-то новой механике, которую представляет новый регион. Ну, то есть Дэй раскрывается вот как раз в механике с уменьшением, увеличением ХП, да, то есть потому что когда у нее ХП меньше половины, она начинает его регенить, то есть, соответственно, она этот баф этого нового сета активирует. Ну, точно так же она баф Фурины активирует, ну и баф любого другого еще персонажа, который носит вот этот сет, да, ну, или как там, я не помню. Точно не помню условия, говорю, нового сета, но суть в том, что, да, вот эта новая механика с увеличением и уменьшением ХП, да ее отлично активирует тоже. Вот, получается, что Дэй раскрывается за счет этой новой механики отчасти. То же самое я и Мика раскрывалась за счет новых реакций Дендра. Потому что, ну, изначально это была улучшенная версия Фишель. С улучшенными реакциями она гораздо больше стала дэмэджа вносить в команду. Ну, то есть такие вот истории. И говорят, что походу с Кларинды то же самое будет, и она будет как там, вдохнет в новую жизнь, ну, в нее и вообще, в принципе, в реакцию перегрузка, типа. Этот, как он, забыл, Натлан, который следующий регион. Пира регион, следующий. Вообще забавно, что самые лучшие как раз эти элементы в игре. Пира, Гидра, Крио. Но вообще, получается, они... Ну, не самые последние три, как раз самые клевые. Но я не знаю. Реально, можно ли реально считать Крио самым лучшим элементом в игре? В плане. Возможно, да. Потому что много клевых реакций. Здесь Крио это единственный элемент, который умеет станить по-настоящему, да, то есть заморозка есть.
таяние имеет самый большой множитель реакций сам по себе. Плюс еще есть реакция сверхпроводник, которая увеличит физ дэмэдж тоже. Наверное, реально криво, самый клевый лимит в игре. Как раз Пира на втором месте, который будет предпоследним. И вот Гидра в третьем месте. Забавно. Прослеживается просто тоже связь. Ну, это, конечно, это, как это называется? Синдром поиска глубокого смысла. Ну, в Геншине сложно этим не заболеть, этим синдромом, потому что в очень многих моментах есть намеки на какой-то сюжет, который позже раскроется. Поэтому сложно тут не искать каких-то скрытых смыслов и намеков. Плюс, опять же, они официально каждый раз в летнем ивенте намекают на главный сюжет следующей локации. То есть, вот. В этим летом как раз про океанидов было, да, которые были людьми. На прошлом был ивенте летнем. Была эта тема со снами как раз. Ну, мечты, сны, типа того, да. Как раз основной сюжет Сумеру был вокруг этого заточен. Я не знаю, как до этого, что там намекало на Иназуму, но наверняка тоже была какая-то связь. Но там был Магу Кенки, я помню точно. На острове появился. Но он появился из-за того, что Казуха вышел как раз чуть раньше, чем Иназума вышла. Но в остальных связях не знаю. Я вот не помню. Я смотрел катсценки эти, сюжетец, но я не помню каких-то там таких намеков. Как раз, может, первый летний ивент и был чисто летним ивентом. А дальше они все намекали как раз на сюжетную линию. Следующую, ну, Архонт квест, следующего Архонта. Блин, почему каждый раз... Почему каждый раз рано хочется спать, но когда ты ложишься спать рано, ты не можешь уснуть? Что это за закон подлости? Сейчас я говорю, опять это ощущение, которое меня обманывает. Это что я знаю, что оно меня обманывает. Как будто я хочу спать. Настолько интересный Геншин, что я просто хочу спать. Я думаю, что я еще полезного могу сейчас сделать в Геншине. Но я, по-моему, уже все сделал. Ну, вот эти добивать. Блин, я не знаю, я так горю с этих дуэлей временами. Я не хочу тоже на стриме это делать. Так же, как и с бездной не хочу на стриме тоже. Постоянно жопа горит. Поэтому я завтра, наверное, не буду подрубать бездну. В принципе, свои 3 часа на эту неделю я отстримил. Свои 12 часов в общей сложности тоже я настримил. Что больше 800 гемов мне не давали. Потому что у них заканчивается выдуманная валюта. Количество наград ограничено, конечно же. Нельзя всем выдать максимальное количество гемов. Ой, короче, это такая нелепость тоже. Жадность. До чего жадность, только непонятно. До денег. Типа, если у меня будет мало гемов, я задоначу. Да не задоначу я никогда, потому что денег-то у меня нет. Вот в чем дело. Вот проблема не в том, что я не хочу донатить. Проблема в том, что я не могу донатить. Вот и все. Я же не могу перестать есть. Правильно, правильно. Короче, да.
Могли бы и насыпать мне 1600 гемов вместо 800 тоже. Чё это меняет особо? Блин, 5 круток. 5 круток, кстати, 5, это всего 5 круток разницы, блин. Это просто смехотворно. И вот реально, я сейчас просто гемы перевел в эти в крутки. Просто это смешно. Да просто смехотворная цифра 5 круток. Это вообще ничто для этой игры. Но даже это ничто кое-кто зажимает. Видите, просто... Я не знаю. Ой. Where's my key? Not again. Вообще уже не раз задумался над тем, чтобы переходить в категорию just chatting. Смотреть какие-нибудь видосы, обсуждать какую-нибудь херню, просто сидеть. Нет. Не играть в игры. Тем более, что играть-то я особо не умею. А просто сидеть и болтать. Что есть ощущение, что я... болтать могу вообще про любую фигню. Но если она хотя бы немного мне интересна. Блин, Лас-Вегас на этой неделе, кстати, гран-при. Прикольная. Ну, прикольная тем, что никому оно не нужно. В принципе, кроме самих владельцев формулы. Непонятно, зачем его вообще. Блин, бесплатное питание. Так, идем бесплатно питаться. Что это значит вообще, кстати? Там, кстати, арену эту бойцовскую открыли. Я вот сейчас только понял это. Точнее, вспомнил я сейчас только это. А что за бесплатное питание? Причем тут? Я за бесплатное питание, понятно. Приятного аппетита. Че он выдал? Бесплатное питание. Прикол. Он реально выдал бесплатное питание. Использовать. Гадание. Блин, это новое гадание перед крутками, как в Иназуме было, эта фигня тоже. Теперь можно. Не теряйте бдительности, когда вам кажется, что все уже очень плохо. Потому что часто в этот момент стать еще хуже. Спасибо, спасибо. Очень мило. Странная лазанья. Да, такую я могу приготовить. Хотя, мне кажется, я бы мог и получше приготовить, чем просто странно. Если бы постарался, конечно. Кстати, что реально за бойцовский клуб? Там еще и квест какой-то открыли на него. А, это не бойцовский клуб, это чел, который продает фигню. Я, кстати, по-моему, все уже выкупал, да? А, нет, смотрите, не все я выкупал. Искусство переговоров. А у меня целая куча, кстати, этих. Чистейшая вода. Кстати, там какой-то квест на чистейшую воду есть, на рецепт. Этот товар кем-то заблокирован. Невозможно. Забавно. Кем он? А, забронирован. Не заблокирован. Так, я все скупил. Искусство переговоров. Ну, это книжка. Люди часто говорят, что у меня мозги для дела подходят, что я умею разглядеть и использовать возможности. Лично я так не считаю. Думаю, что мы сами создаем возможности. Я начинаю с нуля, не имея ни мороза душой. Рассчитывать мог только на себя. На свое умение договариваться и убеждать других работать со мной. Вот так я и создавал свои возможности путем переговоров. И весь мой опыт подсказывает, что умение договариваться может решить практически любую проблему. На это я всегда и делаю ставку. Поэтому я надеюсь, что вы сами не пойдете по такому пути, ведь тогда мне в этом мире будет сложнее.
Не преимущество. Я считаю, что исход большинства переговоров можно определить с самого начала. Это знают все, кто со мной знаком. Когда-то я был странствующим торговцем в пустыне, там я начал свою карьеру. У меня не было ни денег, ни опыта. Но я научился кое-чему важному. Всегда говори громко. Пусть все знают, что ты уверен в себе. А пустыня враждебна к чужакам. Местные жители имеют дело только с теми, кому они доверяют. Они боятся чужаков или боятся быть обманутыми. Так зачем им торговать со мной, каким-то мальчишкой без гроша в кармане? Но позже я осознал, что их непринятие чужаков было лишь симптомом. Что же лежит в основе этого страха? Их неуверенность в качестве товаров из внешнего мира. Поэтому очевидно, что для завоевания их доверия необходимо предоставить убедительное доказательство качества ваших товаров. Или, по крайней мере, заставить их думать, что у вас есть такие доказательства. Как же заставить их так думать? Все дело в том, насколько уверенно вы говорите. Даже если это просто слова, пока вы держитесь уверенно, все будут считать, что у вас есть основания для такой уверенности. И будут уговаривать себя доверять вам. Поэтому я продавал свой товар громко и с гордостью. Я использовал свою внушительную манеру речи, чтобы одержать над ними верх. И так сильно напирал, что они начинали задумываться. Интересно, а почему он так говорит? Наверное, у него полно покупателей. Ему все равно, купим мы его товар или нет. Значит, и товары у него отличные. И репутация хорошая. Если купим товар у него, не прогадаем. Все знают, что было дальше. Я сколотил свое первое состояние. Оглядываясь назад, я считаю, что переговоры — это убеждение собеседника. Согласиться или принять то, что вы ему говорите. Если одержите верх, продемонстрировав свою силу и ошеломив оппонента внушительной манерой поведения, он будет убежден. А это делает наши цели легко достижимыми, не так ли? Направление разговора. Я считаю, что направление темы разговора — это очень эффективная техника ведения переговоров и надежный способ выхода из сложной ситуации. Однажды мне в голову пришла мысль попробовать продавать товары из Манштата в Лиюэ. Но потенциальные покупатели ничего не знали о Манштате. Это были самые простые люди, которые никогда в жизни не выезжали за пределы своей родной гавани. Для них покупка товара из неизвестного места была большим риском, поэтому продажи были низкими. Как вы понимаете, мой инвестор начинал терять веру в меня. Это может показаться сложной ситуацией, но решение оказалось простым. Нужно было лишь рассказать покупателям, какое замечательное место этот Манштат, вызвать у них любопытство и даже доверие. И это доверие должно было распространиться и на мои товары, и превратиться в продажи. А как быть с инвестором? С ним все было еще проще. Ему не хватало веры, и я дал ему веру. Я убедил его, что продажи будут хорошими. И, конечно, не важно, будут ли продажи в самом деле хорошими или нет. И только вы определите первопричину проблемы, решение станет очевидным. Но я не мог позволить, чтобы решение стало очевидным всем остальным. Я провел исследование, и каждому, кто заполнял анкету, полагалось вознаграждение в виде моры. При звоне моры всякий с радостью бежал заполнять мою анкету. Теперь вы, возможно, задались вопросом, какое отношение это имеет к переговорам? Я могу ответить так. Самое мощное оружие в переговорах — это правда, а правдой можно манипулировать. Анкета выглядела как серьезное исследование, но на самом деле она направляла всех к тому выводу, к которому я хотел их привести. Вот поэтому я не люблю World Quest в этой игре проходить, только читать. И вот как все было. Я подбросил в анкету несколько наводящих вопросов. Например, я считал, что Манштат известен своей свободой, а Лиюэ — неторопливой и счастливой жизнью. Я хотел, чтобы люди пришли к выводу, что эти две вещи дополняют друг друга. Поэтому я добавил такие вопросы. Вам нравится спокойная и неторопливая жизнь? Вам нравится атмосфера свободы? Помогает ли вам прекрасные вина наслаждаться жизнью? И тому подобное. А большинство людей ответили на такие вопросы утвердительно. Затем в анкете я спросил, нравятся ли им свободные и счастливые города, такие как город Манштат. Естественно, большинство людей ответили утвердительно. Таким образом, у нас создалось впечатление, что в Манштате все счастливы. Это создало образ, который я мог использовать в своих продажах. Теперь я продавал не товар, а образ жизни, образ счастья. И, конечно, вы можете себе представить мой успех. Разумеется, всегда можно столкнуться с несогласными, которые будут отвечать на вопросы не так, как я этого желал.
Такие ответы могут повлиять на данные опроса и вызвать излишнее беспокойство у тех, кто видит эти цифры. Например, у моего инвестора. Нужно было устранить или хотя бы уменьшить эту проблему. Я сделал это довольно грубым способом. Я намекнул участникам, что вознаграждение будет зависеть от их ответов. Мора достаточный соблазн, чтобы убедить большинство несогласных пойти на компромисс. Это означало, что у меня есть более чистые данные, которые я могу использовать для подкрепления веры инвестора. Это значило, что настало время для следующей части моего плана. Универсальный рецепт. Меня часто спрашивают, существуют ли какие-либо беспроигрышные приемы ведения переговоров, которые можно использовать в любой ситуации. Я отвечаю, что такая техника есть. Достаточно лишь начинать свои ответы следующим образом. Я согласен с вашей точкой зрения, но я называю это универсальной формулой, потому что она использует человеческую природу. Она обнажает нашу слабость. Почему? Потому что мы жаждем одобрения. Никто не может без него обойтись, в том числе и я. Когда-то я был странствующим торговцем, путешествовал по миру. Кого я только не встречал. Пустынники, искатели сокровищ, даже Орден Бездны. Все они, включая Орден Бездны, известный своим упрямством и надоедливым поведением, пересматривали свои взгляды и просили моего одобрения после того, как я произносил эту фразу. Пожалуй, если бы я знал язык слаймов или хиличурлов, то и они бы тоже попали под чары этого нехитрого фокуса. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы об этом знали все, особенно мои конкуренты. Блин, а есть реальная такая книга? Я бы почитал. Забавно звучит. Что здесь вложена записка? Пройдите к стойке регистрации, чтобы принять участие в вопросе относительно степени удовлетворенности. Купонной столовой, получите купоны за участие в исследовании. Смотрю, кто-то решил воспользоваться советами из книги. Купоны. Ура, видишь, можно получить купон, можно получить почти даром. Идем скорее. Ну, Пайман явно не читала эту книгу, она не поняла схему. Искусство переговоров. Получил квест дополнительный. Хотел только на драки посмотреть, кстати. В итоге увяз. Ладно, давайте я тогда перестану это отслеживать. Я хотел вот это. Ну, кубок. Кубок фонты. Пойдем на ринг. Пойдем на ринг, кстати, реально. Кажется, это интересно должен быть квест. И не длинный, по идее, как раз. Женевьева. Хочу принять участие в панкратионе. А вот что вы здесь делаете? Неужели тоже будете участвовать? Я вас знаю, блондин участвовать нельзя. Вместо меня Паймон будет участвовать. Я придумал. А я не говорил, что хочу участвовать. Паймон прям дежавю, вот только дежавю наоборот. В прошлый раз Дарси и Этьен наоборот зазывали нас принять участие. Скажу так, в мире панкратион зрелище важнее каких-то там побед или проигрышей. Слышно о ваших деяниях, если Фиксер будет участвовать. И так понятно, кто будет победителем. И разве могут быть зрелищными бои, в которых напрочь отсутствует какая-либо интрига? С таким же успехом я могу вручить тебе главный приз прямо сейчас. Разницы никакой. Отлично, неси. Эй, давайте так тогда. Может принять участие в качестве тренера. Ее тренера. А сильнейший тренер у слабейшего участника. Да, неплохой ход. Будет на что посмотреть. Хоть это и развлекательное соревнование, у нас довольно крупный приз. Благодарить за это стоит ее коллегу, или лучше сказать, бывшую коллегу. В дополнение к премиальным купонам победившая команда получит еще и кубок фонты. Покажите его в исследовательском институте и сможете пить фонту совершенно бесплатно. Кубок, с которым можно бесплатно пить сколько угодно фонт. Нам нужна эта штука. Если Фиксер готов меня тренировать... Чего? Тренировать меня и Пуаре, и мы сумеем одержать победу, я с радостью подарю вам этот кубок. А вы что, в паре драться будете? Интересно. А ты уверена? С этим кубком ведь можно пить фонты совершенно бесплатно. Конечно, я уже напилась фонты, так что больше не лезет. Кстати, в этот раз ты опять вместе с Пуаре решила участвовать. А вдруг Рейф и Дарси тоже сражаться будут? Сколько мне известно, Дарси не участвует. Что
Касается Рейва, не думаю, что ему нужно участвовать, ведь он и так в прошлый раз наше специальное разрешение оттяпал. Сейчас после объявления результатов он вам их так и не вернул. Нет, а еще после этого его и след простыл, небось уже сбежал куда-нибудь. Да как так можно? А, это после квеста с этим, с Катерпиллером, блин. Этим мальчиком Хиличуровым. То там мы помогали ребенку отсюда сбежать. Ну, ребенок-то и не должен был здесь находиться, в принципе. В этой крепости. Там прикол в том, что ее мать когда-то посадили, а она никак здесь не зарегистрирована. Ну, короче. Там девочка просто, которая здесь жила непонятно зачем. У нашего прошлого поражения есть огромное множество причин, однако теперь мы просто обязаны участвовать в соревновании по подкрытию. Хотя бы потому, что наша эффективность будет на высоте. Конечно, если Фиксер согласится нас обучать, это будет огромнейшим плюсом. Заплатит только призм. В дополнение к нему я также готов предоставить и другое вознаграждение в пределах моих возможностей. Заманчивое предложение. Давай им поможем. Вы согласны? Замечательно. Пойдемте искать Пуаре. Интересно, удалось ему набрать в нашу команду еще людей или нет. Я не пойму, это какие-то бои. Я думал 1 на 1 бои, знаете, как в этом Колизее каком-нибудь. Я тут прям толпа на толпу, что ли, будет или что? Как это работает? Непонятно, непонятно. Что, Пуаре, он согласен к нам присоединиться? А еще чего? Сама видишь. Ваши детективные шуточки, конечно, забавные, но ваша сила в бою, как по мне, сравнима разве что с каким-нибудь... На самом деле это большая сила, потому что, блин, это просто чел, он никогда с жиробасами не дрался, не понимает, что они берут массы. Как бы просто весь прикол в том, что если человек много весит, это значит, что он может много этого самого веса передвигать. Значит, в нем достаточно силы. Короче, ладно. В то же самое как раз Пухлень, это этот же местный тюлень местный. Тюлени достаточно сильны, чтобы размазать. Вот как раз такого челика, как он. Все равно, что выйти на сцену, когда занавес вот опустится. А коли у меня есть свободное время, может, намного разумнее будет потратить его на репетицию спектакля «Трехкупонные трупы». Ты, конечно, в чем-то прав. Но одно утверждение я еще хочу опровергнуть. Попробую. Да, в прошлый раз я проиграл Русимову. После этого я решил изменить свой стиль рукопашного боя. Теперь мои силы равны как минимум баране крабу-щитовику. Рукопашный бой с Русимовым. Это тут бугай, кстати, с которым мы только что разговаривали. Да, теперь я понимаю, насколько безрассудным было это решение. Отныне драться в рукопашную я не буду. Я же, в свою очередь, могу добавить, что Фиксер согласился стать нашим тренером. Уверен, что под его руководством, под руководством такого мастера, как он, наши шансы на победу многократно возрастут. Каким бы хорошим ни был тренер, все зависит от способностей самих участников. Гриш, ты изменил свою боевую тактику. Да, в ближнем бою я, как выяснилось, не силен, поэтому я приготовил целую кучу бутылок с криосмеси. И не замедляет противника на поле боя. После битвы можно будет еще и разделить с ним по бутылочке фонта со льдом к примирению. Везет же тому противнику. Стоп, разве бутылки с криосмеси для такого годятся? Я буду с топором драться. Погоди-ка, разве ты не член исследовательского института? Откуда у тебя топор взялся? Не волнуйтесь, я с топором хорошо управляюсь. Я часто дрова рублю. Когда исследование заходит в тупик, помогает думать. Не столько вопросов. Лучше не углубляться в эту тему. У меня есть предложение. Почему бы нам не провести спарринг? Продемонстрируйте мне свои навыки. Да и тренер хоть на ваш стиль боя поглядит, как вам идейка. А присоединяться мне или нет, я решу после. Мне кажется, предложение хорошее. Пора, ты что думаешь? Отличная идея, жаль, ты пораньше ее не озвучил. Мне эти детективные штуки уже почти что из пальца приходилось высасывать.
Нам, конечно, не помешало отправиться на ринг прямо сейчас, но ты действительно собираешься сражаться в таком наряде? А что не так? Я в этой одежде и дрова обычно колю. Лучше переоденься во что-нибудь более подходящее для сражения. Вот. Трупу как раз есть подходящий костюм. Минуточку. Аккуратно искал подходящий наряд и дал его жене в Еве. Она похожа на искательницу приключений из Лиуэ теперь. Ведь а ты ей помогаешь. Если она проиграет из-за своей одежды, получится, что победа достанется мне нечестным путем. Спасибо за заботу. Каким бы результатом ни окончилась наша репетиция, ты достойный соперник. Все сентименты принимаются только сейчас, а потом нам уже точно будет не до этого. Идемте же скорее на ринг. Займем его на некоторое время. Думаю, Русимов не будет против. Что-то быстро меня утомил этот квест. Столько болтовни бессмысленной. Я думал, реально дадут просто подраться и все. Десяток раундов, да и все. А тут какие-то болтовня бесконечно. Как всегда. Мы хотели бы занять эту площадку на время. В Ганкурах хотим потренироваться. А это такой мелочь, конечно, без проблем. Шел вас наблюдать за битвой исключительно со стороны. Вроде говоря, у нас спора не так уж много опыта, особенно в сражениях подобного рода. Поэтому, если у тебя возникли какие-нибудь замечания, сразу сообщи нам об этом. Если из меня выйдет плохой советчик. Я верю в твою. Главное, чтобы твои ошибки не стоили нам жизни. Остальное можно всегда исправить, верно? Так, мы закончили заминку, готовы приступить. Ганкура предельно посильнее броника обычно будет, да? Удачи вам, ребят. Реально интересно, что сейчас будет происходить. Если этой тренировкой мы поддаваться не будем, пойми. Что происходит? Погодите, Джин. Навык повара бросает бутылку с наполнителем, чтобы атаковать противника и нанести кривой урон. Бля, как будто из киберпанка музыка, лол. Ты точно в игре? Для меня внезапно включил. Не, это реально в игре, как будто с киберпанка музыка начала играть, жесть. Что это такое? Но они выиграли, забавно. Кто бы мог подумать, все не так безнадежно, как казалось. Для меня было честь сражаться с тобой. Как же давно я ждал возможности сказать это. Но ведь нас двое, а значит, по высоким нравственным нормам Ганкура эта победа досталась нам нечестным путем. Нет, это разрешено правилами, никакой несправедливости нет. Да и вообще, я все равно поддавался, вы же все-таки новички. Че, правда поддавался, что ли? Биться в полную силу было бы вовсе не нужно. Я ведь просто хотел поглядеть, на что они способны. Лишние раны делал бы точно не помогли. В чем-то ты прав. Кстати говоря, раз уж ты признал, что они способны, теперь ты присоединишься к нашей команде. Ага, еще что. Ну, если в команде только эти двое, то можно. А вот если там еще и фиксер, я буду лишним. Ну что я настолько силен, ты преувеличиваешь. Чрезмерная скромность ничем не отличается от высокомерия. Ты и так все прекрасно понимаешь. Но это все из-за того, что тут есть этих контроль элементов. Тут же дело. С таким тренером вы точно всех победите, а я буду сидеть в зрительском зале и наслаждаться зрелищем. Кстати, хоть меня и не будет с вами на арене, я с удовольствием окажу вам помощь другого рода. Считаю, что нынешний боевой стиль у нас несколько однообразен. Нужно добавить им парочку натренированных ребят.
Конечно, на примете у меня есть также несколько вещей, полезность которых может оценить ваш драгоценный тренер. Если так подумать, если у нашей труппы так много достоинств, почему же наше выступление далеко от идеала? Надеюсь, поймут тобой достоинства действительно так хорошо. Конечно, хватит болтать попусту. Лучше уж видеть все своими глазами. Нам нужно Калварду. У него как раз хранится вся та куча вещичек, которые я заказал для труппы. Чё? Куда это ведет? Что происходит? Нужно эликсир должен быть где-то здесь, спокойно. Хлипенькие ящики. Видишь, ящики, разбей их. Мне все равно не нужны. Чё, блин? Я как туда забраться-то? Ага. Что это такое? Неужели трупы и правда используют эти вещи во время своих выступлений? Иногда они не пригождаются, но наличие должно быть непременно. Это мое главнейшее правило. Я ничего не смыслю в выступлениях и таких штуках. Но раз уж Ганкур так горит, значит в этом что-то есть. Блин, я понял. Они, короче, рестлинг ставят. У них не настоящие бои. Они, типа, делают вид, что дерутся, короче. Я понял. Это рестлинг. WWE, или как он там назывался. Только идем мы не на сцену, верно? А что развлекательное соревнование, ринг тоже можно считать за своего рода сцену. С нетерпением жду вашего блистательного выступления. Так, тогда почему путешественнику запретили выступать, если, блин, если бои-то не настоящие? Алло. Никто же тогда не умрет. Такой подготовкой первый бой должен пройти как по маслу. Кроме того, говорят, что вашим соперником будет тот синий громила. Пусть размер у него и выдающийся, он вам не ровня. Кажется, из-за Ганкура тренер получше, чем из меня. Ты шутишь, я просто немного помогаю. Впоследствии вам, конечно же, придется полагаться на советы такого эксперта, как Фикси. Тренер, сходи, пожалуйста, к Русиму и спроси, когда начнется бои. Мы-то всегда готовы, как скажешь. Если у меня будет время, я тоже приду посмотреть. Желаю вам успехов. Очень добр, большое спасибо. Ага, и спасибо за детективные шутки, Пуаро. Я непременно включу их в сценарий. Если у вас, ребята, тоже есть хороший материал, не стесняйтесь им со мной поделиться. Хорошо, у нас как раз истории предостаточно. Еще до отчисления за авторские права. Было бы здорово. Тогда вернемся к этому разговору, как у вас появится свободное время. Наши тренера скоро на части разорвут. Давайте их сперва красиво. Идем. Блин, еще один какой-то квест. Рисовался, жесть. А те шмотки в этом в магазине, которые сейчас нельзя купить, эти задники для карт, наверное, тоже за каким-то квестом спрятаны, как обычно. Вообще забавно, что вот эта механика от плесенников досталась вот этому квесту тоже. И ты используешь скиллы просто своих болванчиков. Так, наверное, своих бутылок с криосмесью передержал совсем или делил уже от страха перед боями. Может, сила элементов и такой эффект оказывать может. Выходит, верный следователь, каким поступает, раз уж элементы такими непредсказуемо сильными бывают.
Можете начать бои в любое время, как будете готовы. Соль, шутки объяснишь нам? Какой еще шутки? Забудем. Сделаем вид, что я этого не говорил. Думаю, интересно послушать биографию вашего первого противника. Однажды его запихнули в бочку, а сверху оставили записку, которая гласила: «Одумайся, наконец». Судя по всему, тот, кто засунул его в бочку, тоже будет участвовать в панкратионе. Если он одолеет вас, у него появится шанс произвести впечатление на своего недруга. Все же драки за пределами арены запрещены, только здесь за победу тебя не накажут. Однако, если проиграешь, в лазарет тебе так или иначе отправиться придется. Итак, вы готовы начать? Да. Давай. Иногда прошу участников тренера занять свои места. О, пусть это и потешно сделано, но это ведь не значит, что надо мной. Рубин, неудивительно, что его запихали в бочку. И Титина, конечно, жахает своей пушкой. Ну, он достал какую-то херню. Только не это быть не должен. Он может быть сильнее. Просто обязан задать вопрос, почему ты слабее каких-нибудь трусливых дезертиров, че? Что у них за диалоги? Я не могу читать диалоги их и еще, блин, смотреть, следить за боем, нажимать на скиллы одновременно. Добиваем же, ё-моё. Ничего на последний. Действительно, они одолели громилы из бочки, поздравляю. Да. Несмотря на то, что я отвлекался на эти диалоги их. Зря не встретились ее помощника. Они явились на арену впервые, но уже одержали сокрушительную победу. Что касается нашего паренька из бочки, не расстраивайся, будем ждать тебя на следующих соревнованиях. Говорите же Невьевой. Они чуть не сдохли, кстати. Поистом дрались. Русимов никакой не ее помощник. Помощник следователя тоже хорошая работа. Тебе бы приглядеться к этому варианту. Все же работа в исследовательском институте намного безопаснее, чем быть у детектива на побегушках. Подумаю об этом, если смогу уйти отсюда живым. Кстати, как вы вообще в команду объединились? У вас ведь совершенно разные увлечения, да и характеры тоже. Сказать, что у нас совсем нет никаких пересечений. Честно говоря, до того, как я попал сюда, мне пришлось заниматься расследованиями в исследовательском институте. Все шло хорошо, пока я не встретил ту Мелизину. Я просто собирал улики, а она вдруг решила, что я их обворовываю. Как именно ты их собирал? Запихивал в карман наши исследовательские материалы, а по закону это считается кражей. Это были материалы подозрительного характера. В любом случае я признал вину и понес наказание. Чего себе история. Светить вас в детали моего задания я не могу, мы обязаны сохранять конфиденциальность заказчика. Я хорошо знакома с целью его расследования, потому что умудрилась сильно задеть этого человека на пресс-конференции. Не, стоп. Ты ведь им так все подробности дела раскроешь. Ой, извини, эта история не имеет никакого отношения к соревнованиям, так что не забивай себе голову. Забуду об этом, если вы повысите мое жалование. Возмутительно и совершенно непрофессионально с твоей стороны. Он просто пошутил, действительно. Вернемся к делу. Какие аспекты в технике боя нам стоит улучшить с твоей профессиональной точки зрения? Скорость. Точность, сила. Скорость или силу? Скорость давайте. С высокой скоростью мы сможем не только уклоняться от... вы сможете не только уклоняться от атак противника, но еще наносить дополнительные удары. Женевьевы порой метают противника различные орудия, будь то бутылки с криосмесью или петарды. Если они научатся метать их быстро и точно, у них появится огромное преимущество перед соперником, верно? Раз так, давайте найдем местечко, не может практиковаться в метании. Или такое, чтобы наша тренировка не мешала другим. Как насчет пустыря около резинового разлома? Давайте сходим, посмотрим. Дойдет домой. Короче, ладно. Это прикольный квест. Такая, короче, будет затравочка. Не буду его продолжать на стриме, наверное. Даже на следующем стриме Геншина вряд ли.
Хотя не знаю, я опять же, я не знаю, что я буду на следующей неделе делать. Ну, то есть ровно через неделю, когда еще 3 часа с Геншина надо будет постримить. Я не знаю, что я буду делать. Может, к этому квесту как раз и вернусь. Посмотрим. Но пока хватит Геншина. Что-то я снова себя хреново чувствую. Да, сегодня точно хватит. В принципе, я сделал все, что хотел в Геншине. Недельный ресет. Чей квест Фурины сделал. Опять же, без на завтра ресетницы, так что завтра и сделаю. Может, видос на YouTube наконец хоть какой-то сделаю. То я так и не сделал хайлайт еще по первому дню патча. Где я круточки крутил. Фурину смотрел. По-хорошему уже надо было неделю назад еще видос про Фурину, про прокачанную делать тоже. Рассказывать, что понравилась она мне или нет. Но я на стриме сегодня рассказал. Не знаю. Кому-то вообще интересно мое мнение. Сомневаюсь. Ну да ладно. В общем-то, да, в любом случае на сегодня хватит. Спасибо всем, кто смотрел. Теперь уж по-нормальному прощаюсь. Спасибо всем, кто смотрел, комментировал. Всем пока. До новых встреч.